матч обещает насыщенную борьбу. Среди них особенно выделяются многократные чемпионы России и призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин. Одна из самых красивых и опытных пар на свете. За 17 лет вместе они прошли огонь, воду и медные трубы. Ученики Александра Жульна своим зрелым катанием дарят нам наслаждение искусством танца. Но нельзя забывать, что на соревнованиях всегда есть соперники, готовые к атаке. Василиса Кагановская и Максим Некрасов победили на предыдущем этапе серии Гран-при в Магнитогорске. Это была драматичная победа, ведь в ритм танца они отставали из-за серьезной ошибки на сложнейшей поддержке. Всего 2 года назад они встали в пару, но уже катаются так, будто их не остановить. Эмоционально, технично, наотмашь. По стилю, пожалуй, самый провокационный и альтернативный ритм-танец именно у Василисы и Максима. В смелости постановок им могут составить конкуренцию разве что Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Питерские бунтари тоже невероятно хороши. Их рост очевиден каждый сезон, а значит, на пьедестале будет тесно. Ведь Красноярск еще и счастливый город для Анны Щербаковой и Егора Гончарова, когда-то дебютировавших здесь на взрослом уровне, а затем став призерами финала Гран-при. В женском одиночном разряде новые имена продолжают штурмовать взрослое катание. Алиса Двоеглазова из школы Терри Тутберидзе уже выиграла в этом сезоне один турнир имени Панина Коломенкина. Алиса готова чисто исполнять самые разные четверные, но на взрослом гран-при ценятся не только прыжки. Соперниц можно обойти лишь основательным катанием, убедительным во всех компонентах. Еще одна юная, еще одна техничная претендентка Софья Важнова, ученица Светланы Соколовской. Новые программы, новые решения во вращениях, новые горизонты в стартовавшем сезоне. Своей самой главной поддержкой на стартах Софья называет дружную команду школы Татьяны Навка, тех, с кем тренируется бок о бок. Пристальное внимание и к Елизавете Куликовой. Здорово каталась Лиза на Гран-при в Магнитогорске, до пьедестала не хватило совсем чуть-чуть. В короткой программе мы ждем от лидеров самого чистого, буквально вылизанного катания. В такой тесной борьбе имеет значение каждый нюанс. Добрый день, уважаемые зрители, любители фигурного катания. Добро пожаловать в город Красноярск, в Ледовый дворец «Кристалл-Арена» на Гран-при России Красноярье по фигурному катанию на коньках. Через несколько минут на лед выйдут танцевальные дуэты с ритмическим танцем. Уважаемые зрители, мы напоминаем вам, что не разрешается видео и фотосъемка с использованием вспышки, поскольку это может привести к травме спортсменов. Благодарим вас за понимание. Разрешите представить официальных лиц, обслуживающих данный вид соревнований. Старший судья Елена Ушакова, Москва. Судейская бригада, судья номер 1 Сергей Чемоданов, Московская область. Судья номер 2 Елена Фомина, Санкт-Петербург. Судья номер 3 Ольга Харчева, Самара. Судья номер 4 Алексей Сучков, Москва. Судья номер 5 Мария Казарина, Санкт-Петербург. Судья номер 6 Мария Грибоносова-Гребнева, Москва. Судья номер 7 Константин Кучин, Челябинск. Техническая бригада, технический контролер Юлия Андреева, Москва.
Технические специалисты Наталья Митюшина, Москва. Иван Лобанов, Ростов-на-Дону. На лед приглашаются танцевальные дуэты первой группы. Александра Шинкаренко, Михаил Антонов, Москва. Таисия Линчевская, Дмитрий Щербаков, Москва. Александра Прокопец, Александр Васькович, Московская область. Екатерина Рыбакова, Иван Махноносов, Москва. Екатерина Миронова, Евгений Устенко, Санкт-Петербург. Разрешена разминка. На втором этапе серии Гран-при России по фигурному катанию начинаются соревнования. Мы в Красноярске. Лед еще совсем гладенький, совсем чистый. Первые спортсмены, а это танцоры, выезжают на лед для того, чтобы порадовать нас сегодня своими эмоциональными программами. Это ритм-танец, который комментировать для вас будут на Первом канале чемпионка России по танцам на льду Елизавета Худейбердиева. Привет. Здравствуйте, Василий. Добрый день, уважаемые Двукратный телезрители. олимпийский чемпион по парному катанию Максим Троньков. Здравствуйте, здравствуйте, Василий, здравствуйте, Елизавета. С удовольствием принял приглашение прокомментировать танцы на льду, ведь это один из самых ярких видов, дисциплин нашего фигурного катания. Ну и я, Василий Соловьев. Очень рад вас сегодня здесь видеть. Я прям вижу, как мы с вами будем эмоционально обсуждать то, что сейчас происходит на льду, потому что вы оба люди артистичные, увлекающиеся. То, как Максим комментирует парное катание, это нужно, конечно, видеть не только в кадре, но и за кадром. Ну а Елизавета сама красота и само очарование. Да, спасибо, Максим. Именно за этим ты здесь и находишься, чтобы подсказывать точные определения. Ну что, давайте представим участников, которые находятся на льду. Это Александр Шинкаренко, Михаил Антонов. Тренируются они у Анжелики Крыловой, которая была только что на ваших экранах. Сформировалась в 2024 году пара. Ну и это ответственный для них очень старт. А мы видим, что на разминке даже падение случается. Настолько напряженная ситуация в этих соревнованиях, видимо, нас ждет. Таисия Линчевская и Дмитрий Щербаков. Это, в свою очередь, спортсмены со стадиона «Хрустальный», где они тренируются у Ксении Румянцевой и Екатерины Волобуевой. Хрупкая и нежная Таисия, высокий статный Дмитрий. И их программа в стиле 90-х, конечно, тронет всех нас такой ностальгической ноткой. Ох, эти 90-е не оставят равнодушным никого. Красавицы-тренеры. Александра Прокопец и Александр Васькович. Они тренируются у замечательной пары Дениса Самохина, Марии Боровиковой. Это стадион имени Ляпкина в Балашихе. 4 года уже вместе катаются эти спортсмены. Выигрывали различные соревнования. Ну и ребята серьезные, учатся, получают дипломы. На все хватает времени у настоящих спортсменов, а не то, что вот только то, о чем вы подумали. Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов. Как и многие другие, увлекаются футболом. Эти спортсмены тренируются у Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой в Медведково.
в этом сезоне выиграли чемпионат Москвы. Уже лет 5 вместе катаются. Екатерина Рыбакова, Иван Маханосов. Да, Екатерина и Иван — это одни из самых, наверное, опытных в катании друг с другом ребят на этом турнире. Чемпионы страны среди юниоров. Второй год выступают на взрослом уровне. У них очень интересные постановки. И сегодня в ритм-танце, и произвольный танец очень интересен. Поэтому мы с удовольствием будем наблюдать за сегодняшней борьбой. Мы много смотрели ритм танцев юниорских, в том числе. Чем взрослый ритм танец кардинально отличается от юниорского, в том числе в оценках? На что нам обращать внимание? Главное отличие в том, что у взрослых танцоров во взрослом ритм-танце нету так называемого обязательного танца. Есть дорожка шагов в стиле паттерн, но так называемых ключевых моментов у нас в программе взрослых нет. И завершат эту группу участников Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Это лидеры питерского танцевального катания, чемпионы Санкт-Петербурга и призеры многих турниров. Тренируются у Елены Соколовой. Здесь это единственная питерская пара. У нас есть еще один дуэт, Нет, который я имею в виду вот представляет. здесь, на этом льду. Сейчас, на этой разминке, разминке. на Да. разминке. Разминка как-то очень быстро закончилась. Даже представить всех не успели. Толком разболтаться. И уже пора идти в бой. Выступление первой группы открывают Ученики призера Олимпийских игр Нагана Анжелики Крыловой, Александра Шинкаренко и Михаил Антонов. Больше года они вместе, но какая слаженность и стиль в их катании. Открывают соревнования танцем под нетривиальный трек AC/DC. Это уже не просто танцы. That kind
Ну что, Максим, по-моему, зажигательно. Я думаю, что мы с тобой, как два кавалера на этой комментаторской позиции, просто обязаны задать тон в эмоциональном обсуждении этого катания. Ну, действительно, классная программа. Видна рука мастера. В данном случае я говорю о тренере Анжелике Крыловой, потому что действительно очень хорошо поставленная программа. Может быть, где-то немножко аккуратно катались, так как первыми выходили на лед, и где-то, может быть, мне скорости чуть-чуть не хватало, потому что под такой рок, конечно, хочется, чтобы спортсмены прямо летели и сносили нас здесь с комментаторских позиций. Вот так под конец катания все-таки раскачали публику на аплодисменты, поэтому все идет своим чередом. Мне кажется, что ребята задали очень хороший тон для начала соревновательного дня. Было попурри из главных, наверное, хитов, всех знакомых для зрителей. И несмотря на то, что была совершена ошибка на стартовом элементе у партнера, Михаил потерял равновесие на втором твизле, мне не испортило это впечатление от всей программы. Я все-таки считаю, что ребята кайфанули сегодня от своего катания. Вот сейчас они заходят во второй твизл, и, естественно, из-за этого уровень упадет. Но Михаил продолжил в том же настроении, с тем же драйвом, и сделал все остальные элементы вместе со своей партнершей Александрой на очень приличном, достойном уровне. Считав внимательные, судьи аж до первого уровня понизили этот твизл, к сожалению, ему. Да, Причем я следил за разминкой ребят, и как раз на разминке сложности с твизлами возникли у Александры. Вот. А уже в прокате, буквально через минуту после того, как закончилась разминка, твизл был сорван Михаилом. Насколько важна разминка в танцах на льду? Для всех индивидуально, для всех по-разному, как и для любого спортсмена. Я думаю, что разминка, тренировка, кому-то это влияет, на кого-то не влияет. Но я, как недавно закончившая кататься спортсменка, могу сказать, что твизлы — это концентрация. И от волнения очень-очень много зависит. Это вот психология взаимоотношений в паре. Она разволновала партнера, и после старта он, переживая за нее на разминке, взял и сделал ошибку там, не где надо, был не трефер. надо все Нет? вешать на партнершу. Не буду. 59,70 – это первая оценка за сегодняшний день в ритм-танце. Ритмический танец представляют Таисия. Хрупкая и нежная Таисия Линчевская и высокий статный Дмитрий Щербаков станцуют под пение Наташи Королевой. Серые глаза, желтые тюльпаны. Такова цветовая гамма сегодня от учеников Ксении Румянцевой и Екатерины Волобуевой. Карамели ночных витрин отражают свет суетливых машин. Знаю я, что в одной из них едешь ты ко мне в нашу ночь на двоих. Огонек такси рядом с домом подмигнет, как старый знакомый. И как прежде я открою дверь. Серые глаза мне хотят сказать то, что ты со мной мечтаешь встретиться опять. Серые глаза мне хотят сказать то, что ты со мной мечтаешь встретиться опять. Желтые тюльпаны, вестники разлуки, цвета запоздалой утренней звезды, желтые тюльпаны помнят твои руки, помнят твои губы, строгие цветы, строгие цветы, высоты фонтаны, лето
случилось нежданно. Желтые тюльпаны ты мне даришь, как ни странно. Знаешь ты сам, как жесток этот прозрачный намек. Желтые тюльпаны, о-о, желтые тюльпаны, желтые тюльпаны помнят твои руки, помнят твои губы, строгие цветы. Таисия Линчевская, Дмитрий Щербаков с хорошим юмором поставили эту программу вместе со своими тренерами. И тренеры, по-моему, прям радуются тому, какое впечатление, какое воздействие эта программа оказывает на публику. Всему тут нашлось место, и взаимоотношениям даже пощечина была посередине танца. Прям все, что нужно для такой романтики 90-х. Ребята разыграли настоящий спектакль с сегодняшним ритм-танцем. Это точно. Очень эмоционально катали свою программу. Справились с всеми своими элементами. И я думаю, что это очень хороший старт сезона для ребят. Интересно, на а таком вот эти турнире, как костюмы, Гран-при. это подчеркивают, наверное, это выпускной, да? Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Но мы точно видим желтый тюльпанчик в волосах в виде украшения у Таисии. Стартовая поддержка, которая была очень профессионально сделана. На раскат, на весь каток. Получили ребята 4-й уровень, соответственно, для нее. Были найдены ошибки на дорожках шагов, паттерн танца и параллельные дорожки шагов. Но общее впечатление, я думаю, что оставили ребята хорошие для всей публики, потому что все хлопали, улыбались. В ритм-танце, как в юниорском, так и во взрослом, в этом году не только главная тема 90-х годов, но и так называемая высокая энергия. В правилах по танцу на льду прописано high energy. Хотелось бы объяснить, что это значит. Да. Все расценивают это как то, что музыка должна быть сильно заводная, быстрая, и ни в коем случае нельзя использовать тогда медленные композиции. Но это не совсем правильная трактовка, потому что, вот я приведу вам пример. Песня легендарной группы Queen «Show Must Go On». Там энергия высокая у песни, Да, очень. Ну, из но она же исполнителя. медленная, да? Ну, очень медленная. Вот. То есть ее можно Но ее использовать. нельзя, потому что это не 90-е, но я привела пример, наверное, с такой песней, которая точно объяснит. Ясно. Ну, этот танец соответствовал правилам? Конечно. Все, слава богу. Таисия Линчевская, Дмитрий Щербаков получают 64 балла 78 сотых и пока находится впереди. Соревнования продолжают Александр Прокопец и Александр Васькович со льда в Балашихе. Они сюда пожаловали. Тезки катаются под руководством Дениса Самохина и Марии Боровиковой, уже отметивших накануне триумф в Красноярске на юниорском турнире. Продолжаем вспоминать хиты 90-х. I've been thinking about you. Если думал, то почему не позвонил? Вопрос, который в нашем детстве так и остался без ответа.
Александра Прокопец и Александр Васькович, победители первенства Московской области 25 года. Молодцы. Все элементы оценены в очень большой плюс, что было отмечено зелененькими квадратиками в левом верхнем углу экрана. Но даже не это главное для нас, как для зрителя, а вот настроение все-таки, которое они создают. Да, ребята просто зажгли на льду, и зал отвечал им аплодисментами, как будто бы танцевал вместе с ними. Очень опытная пара, я симпатизирую этому дуэту уже много лет. Во-первых, потому что они парным катанием еще очень увлекаются, делают очень крутые поддержки, верхние, то есть не только танцевальные. И видно, насколько они доверяют друг другу, насколько они слажены. И вот этот такой маленький коллектив, скажем так, танцевальный дуэт, он сложился, как будто бы вот они нашли друг друга и уже вот много лет радуют своих болельщиков, и меня в том числе, своими яркими постановками и классными танцами. Молодцы ребята сегодня, мне очень понравилось. Не знаю, Лиза, может быть, нашла что-нибудь с точки зрения техники, какие-то нюансы, но для меня сегодня ребята большие молодцы. Конечно, с точки зрения техники в любом прокате всегда есть куда развиваться, есть что делать лучше. Сейчас вот нам покажут, был небольшой такой сбой, очень переживательный. Да, Как Александра устояла на руках, которые поехали из-под нее. Это максимальный профессионализм на самом деле, и реакция, как собраться в нужную секунду. Мне очень понравился этот ритм-танец. Ребята перешли к Денису Самохину в этом межсезонье, поставили у него новые программы. Заметно улучшилась техническая оценка и техническое качество исполнения элементов у Александры и Александра, с чем я и поздравляю ребят. Ну вот тренер доволен в итоге. Так, скептически немножко Денис смотрел на то, как они готовятся. Ну, серьезно, как тренер. Сейчас видно, что тоже был танцем воодушевлен. 66 баллов, они впереди на данный момент. Отличное выступление. Ритмический танец представляют Недавние юниоры-триумфаторы Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов уже второй сезон штурмуют взрослые турниры. В этом сезоне ученики Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой выиграли чемпионат Москвы. Треки Бон Джови – отличный материал для эмоционального взаимодействия на льду. И это уже не глэм-метал, это хард-рок.
эффектное завершение танца Екатерины Рыбаковой и Ивана Махноносова. Есть, конечно, такой маленький секретик, если берешь для себя роковую композицию, то вроде как выглядишь уже так немножко серьезнее, чем просто какие-то дискотечные шары. Но эта роковая композиция должна подходить тебе как спортсмену, как паре. Но мне кажется, что здесь все срослось, что называется, потому что очень классно поставлен танец. И я могу для себя отметить, что этот ритм рок-н-ролльный ребята не только руками отыгрывали, головой, корпусом, еще очень много ногами делали движений, необязательных в танце. Казалось бы, это не шаги, они не оцениваются, но они оценятся именно во вторую оценку, потому что очень четко отбивали ритм в дорожке шагов ногами. Мне вот это очень понравилось. Ну, а то, что ребята технически очень сильные, это не секрет. Они уже второй сезон очень хорошие уровни получают за свои элементы, используют активно акробатику в своих танцах, что тоже обращает на них внимание только с лучшей стороны. Максим, я полностью с тобой согласна. Ребята действительно, конечно, повлияет не только на вторую оценку то, что ты отметил работу ног свободных, это и на Джои, будет влиять в параллельных дорожках, в дорожке шагов паттерн танца. Сейчас мы видим вот и очень интересную находку для входа как раз в паттерн танец. Я еще ни разу не видела, чтобы кто-то делал так называемые пивоты таким образом. Близкая серия твизлов была исполнена ребятами. И вообще хочется отметить то, что в том году они получали хорошие, достойные уровни, но сейчас вот я вижу в табличке, что ребятам утвердила уже техническая бригада дорожку паттерн танца 3-м уровнем. Это очень высокая оценка для танцоров и у нас, и на международной арене. И ребята провели огромную работу в межсезонье и действительно стали сильно мягче, качественнее, чище кататься. Очень классный вот этот был поворот в конце программы, эффектный. Мне понравилась программа, и она завела, мне кажется, зал, подняла настроение. Довольная Елена Владимировна, их тренер. И 74-75. Это выход на еще более высокий уровень в наших оценках сегодняшних. Пока идем только по восходящей. Завершает выступление первой группы Екатерина Миронова, Евгений Это Устенко. соревнование танцоров на втором этапе Гран-при России. И питерская пара Екатерина Миронова и Евгений Устенко готовятся исполнить ритм-танец на льду Красноярска. Пара очень серьезно подходит к подготовке. Их программы всегда разнообразные, с вызовом. Их ритм-танец — это флирт и дерзость в музыкальном оформлении группы Touch and Go. Но все в рамках приличия, ведь тренирует их мама-партнерша Елена Соколова. I've noticed you around. I find you very attractive. I find you very attractive. Would you go to bed with me?
Вот это да, вот это танец, вот это завершение. Да, но это действительно уже признанные мастера своего дела. И хочется отметить, что в Санкт-Петербурге, где исторически танцев не было, эти ребята просто прорубали вот эту стену недоверия к ленинградским этим танцам и стали настоящим украшением любого турнира. Сколько мама Лена Соколова вкладывает в этих ребят, их тренер, всегда ищет каких-то специалистов новых, чтобы ребята поработали, еще больше развивались, еще и больше как бы мастерства прибавляли в своем катании. И это видно от турнира к турниру, как ребята прогрессируют. Очень кошачье такое мягкое катание, точно в музыку. Ножки все дотянуты, все так выверено. Зубчиков не слышно практически в катании. То есть прям виден уровень уже серьезный, серьезного пары, серьезного дуэта. Поздравляю ребят, большие молодцы сегодня. Максим Троньков прекрасно разбирается в танцах на льду. Василий, дорогие зрители, что в первый потому раз. что я согласна на 100% со всем, что сказал мой коллега. И мне очень симпатизирует этот ритм-танец, потому что, в отличие от, как минимум, того, что мы видели уже сегодня ранее, здесь как будто бы чувствуешь нить на протяжении всей программы, что они вот познакомились, пошли что-то там потанцевали, потом началась какая-то более медленная музыка, но которая заставляла следить за ними, как развиваются их взаимоотношения во время этой программы, этого танца. И завершилось все такой вот яркой, вращательной поддержкой. Ребята расстроились немного из-за ошибки у Кати на втором твизле, потеря баланса. И мне показалось, что как будто бы после секции твизлов немножко подзажались, потому что боялись еще больше ошибиться. Очень высокие уровни шагов стоят у ребят, и дорожка шагов параллельная, третий уровень, соответственно, для каждого из партнеров. Ну и надбавки огромные стоят от судей за каждый практически элемент, ну кроме твизлов, вплоть до 4,5 баллов плюсы стоят. Да, ребята очень переживают, потому что это первый выход на соревнования в этом сезоне у них. Да, твизл, конечно, это серьезная вещь, очень Подпортит нам картину. очевидная, неприятная. И, как мы видим, да, первый уровень стоит у партнерши, мы видим в наших судейских протоколах. И оценка хоть и в плюс, но совсем чуть-чуть, 0,32, то есть почти нет. Поэтому та оценка, которую они набирают, наверное, балла на 3, может даже на 5, да, получается, да побольше. получится меньше, чем они Побольше, чем на 3. обычно могут заработать. Тем более, что судьи еще должны и в общем целом оценить, ну, чуть снизить оценку за срыв элемента. И они получают 75,23. Это, безусловно, первый результат на данный момент. Но что будет дальше? На лед приглашаются танцевальные дуэты второй группы. Александра Степанова, Иван Букин, Москва. Василиса Кагановская, Максим Некрасов, Санкт-Петербург. Анна Щербакова, Егор Гончаров, Москва. Милана Кузьмина, Дмитрий Студеникин, Москва. Варвара Жданова, Тимур Бабаев-Смирнов, Москва. Разрешена разминка. Вторая группа участников на льду совершенно сумасшедшая. И соревнования выходят на новый уровень в танцах. Сегодня мы впервые в этом сезоне на Гран-при увидим катание Александра Степанова и Ивана Букина. Давайте же представим их как-то особо.
на этой разминке. Я безумно рада видеть Сашу и Ваню на соревнованиях. К сожалению, им пришлось пропустить контрольные прокаты в сентябре из-за операции на зуб у Ивана. И это была и остается главной, наверное, интригой танцев на льду в нашей стране. Что же подготовили спортсмены для ритм-танца, для произвольного танца? Никакой утечки информации не было, я имею в виду по записям и так далее. Ты наверняка вот в курсе всего, а делаешь вид, что интрига. Я не то, что наверняка в курсе всего. Конечно, я все это отслеживаю и много раз приезжала к ребятам на каток с разными специалистами. Мне очень нравятся их постановки в этом году. Я очень надеюсь, что сегодня получится все так, как умеют эти спортсмены, а умеют они исполнять все элементы, всю техническую часть. И, конечно же, танцевать они умеют лучше многих. Александр Жулин и Петр Дурнев на ваших экранах, тренеры этой замечательной пары. Вслед за ними будут в этой группе участников выступать Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Если бы вы видели, как Елизавета переживала на Магнитогорском этапе из-за их катания, из-за того, что произошло как раз в ритм-танце. Да, я вообще места себе не находила, как будто бы сама катала прокат вместе с ребятами. Сегодня тоже изрядно так переживаю, не потому что не уверена в ребятах и в их возможностях, а как раз-таки наоборот. Скорее просто хочется, чтобы все получилось, и наконец-то зрители увидели эту программу такой яркой, какой она является. Анжелика Крылова, Алексей Горшков, Екатерина Рязанова на ваших экранах. Сборная команда тренеров невероятно мощная. Анна Щербакова, Егор Гончаров. Они тренируются в Сокольниках у Екатерины Рублевой и Ивана Шефера. Программу им ставит Сергей Плишкин. Второй взрослый сезон они проводят. Тоже очень крепкая пара. Да, ребята и чемпионы страны среди юниоров, и в том году, в дебютном сезоне по взрослым очень достойно себя показали, заняли 3-е место на финале Гран-при, и это тоже первый выход на соревновательный лед для этих спортсменов сегодня. У них очень интересные программы, которые мы видели на контрольных прокатах. Милана Кузьмина, Дмитрий Студеникин. Это уже школа, где работают Александр Свинин и Ирина Жук, а также Анастасия Шпилевая. Бронзовые призеры финала Кубка России среди юниоров в свое время. У ребят в этой группе у нас будет 2 похожие композиции. И у Миланы с Дмитрием будет другая версия под попурри песен Майкла Джексона. У них очень яркие постановки, которыми занимается Ирина Жук. Ирина Владимировна сейчас на ваших экранах. Красавица, наш профессионал, очень творческий тренер и постановщик. И в завершении группы выступят Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов. Это еще одни ученики Ксении Румянцевой и Екатерины Волобуевой. К сожалению, большую часть прошлого сезона из-за травмы пропустили спортсмены. Вот теперь возвращаются в строй. В прошлом году здесь же на этапе Гран-при в Красноярске мы вместе выступали с Варей и Тимуром. И Варвара уже была с серьезнейшей травмой. Был буквально чуть ли не перегипсованный палец на ноге и очень долго восстанавливалась. До конца хотели ребята выступить на чемпионате страны, но, к сожалению, не смогли этого сделать. И сегодня мы увидим их яркую программу, которую я, признаюсь честно, жду с особым трепетом. И это будет очень-очень потрясающее, яркое завершение сегодняшнего танцевального дня соревнований. Завершилась разминка.
И начнем с главного. Одна из самых известных пар не только в России, но и в мире. Александра Степанова и Иван Букин. Впрочем, уверенным было не скучно на всех тех пьедесталах, на которые им довелось подняться и в прошедшем сезоне, ведь окружение держит лидеров в тонусе. Ученики Александра Жулина истосковались по международным стартам. В ритмическом танце им как бы вторит Майкл Джексон. They don't care about us. Ну что ж, с возвращением ребят на большой лед. Ждали мы их и наконец дождались. Но это действительно вкуснятина, а не постановка. Очень классно все продумано по движениям. Я не знаю, не буду вдаваться в технические какие-то моменты, потому что я их просто не все понимаю. Но с точки зрения энергетики, мастерства, вот этой выверено каждое движение, продуман каждый толчок ноги. Это действительно все у ребят есть. Столько лет они вместе катаются, столько лет радуют своих болельщиков своими постановками. И, конечно же, этот танец не исключение. Мне очень понравилось. Ребята раньше всех начали готовиться к этому сезону с надеждой на отборочный турнир на Олимпийские игры. Но, к сожалению, бездушным решением АСЮ дуэты наши были лишены этой возможности. И в парном катании, и в танцах на льду. Но, тем не менее, мы видим, насколько ребята готовы к этому сезону. Я очень рада, что ребята
Не могу сказать, вернулись, потому что они же никуда не уходили, но просто мы так все скучали по этому дуэту и так все ждали, когда Саша с Ваней вернутся в соревновательный режим и будут радовать нас своими постановками, своими прокатами, своей энергетикой. Мне кажется, самое важное, что ребята вошли в сезон, вошли очень прилично, очень здорово, на высочайшем уровне, на том уровне катания, на котором они всегда и остаются. И мне сегодня очень понравился прокат. Да, действительно, ребята никуда не уходили, просто пропустили они последний старт сезона прошлого. В этом сезоне не выступали на контрольных прокатах, поэтому, конечно, мы по ним уже начали скучать. И то, что они сегодня показали на льду, говорит о высокой степени их мастерства. Да что там говорить, я еще в одной сборной с ними катался. Я уже забыл, что такое большой спорт. Мы с Сашей, с Ваней еще были в одной команде сборной. Молодцы, ребята. Ритмический танец Александра Степанова и Ивана Букина получает 84,29 балла. И они лидируют пока с преимуществом 9 баллов. Ритмический танец продолжают. Лед плавится, когда свой ритм-танец исполняют Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Это же продиджи. Это не школьная дискотека, это настоящая страсть, когда у тебя натурально сносит голову. И как в таком настроении выполнять настолько сложные элементы? Но они смогут. Ученики Крыловой, Горшковой и Рязановой снова через неделю после предыдущих соревнований на льду, где у них в Магнитогорске была драматичная победа.
Зрителя не обманешь. То, что сейчас творится на арене, это что-то невероятное. Просто зал сходит с ума. И у меня, честно говоря, первый танец, который вызвал мурашки. До мурашек меня пробрало. Вообще без пустых мест программа. То есть настолько Василиса в ней органично. Тело просто как на шарнирах работает, голова. То есть настолько все здорово, что даже сложно находить какие-то слова. Интересное противостояние опытного и молодого дуэтов сейчас на наших глазах. Но мне как будто бы по энергетике сегодня больше ребята понравились Василиса с Максом. Если у Саши с Ваней больше такое мастерство, матерость такая в танце, то здесь вот прямо азарт, абсолютно не тушуются перед легендами, по-другому не скажешь, наших танцев на льду. И выходят и очень так нагло катаются и показывают всем, что они заслужили это место под солнцем. Я согласна с Максом. Василий, вы должны помнить, что на прошлом турнире у ребят отмечала, что это один из моих любимых ритм-танцев этого сезона. При том, что я далеко не являюсь фанатом Prodigy и такой музыки, но я получаю чистый кайф во время того, как ребята катаются. Такой темп они задали этой борьбе своим ритм-танцем, своей постановкой. Прям какая-то чувствуется, такая, знаешь, звериность вот в этой атаке, в которую они рвутся каждый раз. Они рвутся в эту атаку. Эта программа, она все время на нерве, на пределе возможностей, потому что очень много сложнейших элементов, сложнейшая поддержка. Опять у меня сердце просто замерло в этот момент. Как ребята это делают, я сама не очень представляю. В конце программы... Вход сложный очень. Очень. На противоход, получается, он принимает с огромной скоростью партнершу на плечо и начинает вращение, чтобы начали засчитывать вращательное движение. Это очень тяжело, действительно. А чего не хватило в этой поддержке, если она оценена 3-м уровнем? Мне показалось, что была остановка во время выхода, а за это у нас снижается уровень. Сурово. Вот сейчас ее пересматривают опять судьи, еще может быть. Техбригада. Угу. Будем надеяться, что в пользу спортсменов она будет пересмотрена. Потому что хочется и борьбы в произвольном танце тоже, чтобы все-таки результаты были более близкими друг к другу. Абсолютно точно. Я согласна с Максимом. И спортсменам, и зрителям, конечно, в произвольном будет интереснее бороться и наблюдать за этой борьбой. Очень разные ритм танца. И по настроению, и по состоянию как-то, постановкой. Да, потрясающая совершенно борьба, которую не в каждом виде спорта увидишь, а тут это танцы, это настолько великолепно, настолько шикарно, настолько разнопланово, настолько эмоционально, и это настоящий праздник для зрителей, вне зависимости от результата в том числе. Но результат имеет значение. И Василиса Кагановская и Максим Некрасов получают 80 баллов и 87 сотых, что примерно на 3,5 балла меньше, чем у Александры и Ивана. Второе место на данный момент. Ученики еще одних знаменитых фигуристов Екатерины Рублевой и Ивана Шефера на льду. Анна Щербакова и Егор Гончаров. Недавние призеры множества юниорских турниров могут похвастаться и бронзовой медалью взрослого гран-при. Мы с вами можем перевести дух, и их программа — это куда более спокойный микс из Михея и Джуманджи. Наслаждаемся ритмом, но помним о сложной технической составляющей танца.
Вот как двигалась эта картина. Я был как художник, лепил из пластилина любовь, которую, как мне казалось, я выдумал сам, и она получалась. Цвета те, которые мне не давались, я взял их под сердцем, они там валялись. Так нет, не пылились, их просто не брали. Цвета едкой боли, любовной печали. Цвета цвета крови, бегущей по венам. Цвета цвета крови, бегущей по венам. Они так стонали, они так кричали. Я чувствовал телом. Вроде того бы теле не быть. Я хотел бы знать как. Вот в чем вопрос. Как бы мне тебя бы не убить, не любить тебя как. Вот где ответ. Вот как битвам покажет, где боль. На равно как соль. Любовь, прямо джага-джага. Прямо джага-джага. Вот как битвам покажет, где боль. На равно как соль. Любовь, прямо джага-джага. На равно как соль. Дам-дам-дам-дам-дам. Ну, отлично, в таком кайфовом ритме, и как будто бы праздник танца продолжается, а ребята как здорово поработали, как здорово постарались, начиная с первых твизлов и заканчивая. Тоже, между прочим, закончили свое катание на очень большой скорости, вращательной поддержкой 4-го уровня. Ну, класс. Я очень сильно переживала за этот прокат, если быть честной, потому что тренировки и вчера, и сегодня были такими немного нервными. И ребята настолько сейчас вышли и откатали свою программу, как принято у нас называть, в ногах, так четко. Аня была так уверена в себе. И мне очень понравилось. Мы тут сидели всеми комментаторами, всеми зрителями, подпевали. Да, действительно крутой выбор музыки. Ребята второй сезон оригинальничают в ритм-танцах. И вот это мои 90-е, та музыка, которую я, наверное, слушал. И, ну, не наверное, а слушал именно вот этот стиль. Круто, что они взяли такой оригинальный регги, взяли, и большие молодцы. И тоже такие юные, такие смелые вышли после 2 таких классных прокатов наших лидеров российских танцев. И не стушевались, уверенно прокатали свой ритм-танец. Поэтому я и отметила то, что ребята максимально были очень уверены на скорости, отлетели, сделали все свои элементы. Ого! Извините, это я реагирую на то, какой уровень поставили ребятам в дорожках. И действительно было исполнено очень чисто. Я сама даже не ожидала, скажем так, что ребята так соберутся и максимально покажут то, что они умеют. Действительно, Уровень, соответственно, 3-й у партнерши и 4-й у партнера. Да. Это очень хороший результат. Но понизился уровень дорожки паттерн-танца, потому что уже был, видимо, конец программы, и ребятки чуть-чуть подустали. Но это только первый старт сезона. Я считаю, что задалось в ритм танца этой пары сегодня все максимально возможное, что
может быть, на текущий момент. Ну, как-то вот они поймали настроение. Мне кажется, что после лидеров так, ну а чего терять, спрашивается. Сейчас был взрыв на стадионе эмоциональный от двух лидерских пар. И Анна Щербакова и Егор Гончаров, ну, как-то настроили, видим, себя на какое-то спокойное. Мы сейчас покажем просто классное катание. Ну, мне так кажется. Это может быть даже дилетантский взгляд на вещи, но тем не менее сработало это на 100%. Они получают очень хорошие баллы. 75-52. После пересмотра судьи оставляют 4-м уровнем их заключительную поддержку во вращении. Они на данный момент 3-е. Милана Кузьмина, родом из Питера, и Дмитрий Студеникин из Оренбурга соединились в танцевальную пару, которая стала украшением юниорского катания. А сейчас ребята тренируются у Александра Свинина и Ирины Жук во взрослом катании и стремятся к своему первому пьедесталу. Тоже под пение Майкла Джексона пройдет их ритм-танец. Spend my life being a color. The way she came into the place, I knew right then and there. There was something different about this girl. The way she moved, her hair, her face, her lines, divinity in motion. Редко и неприятно, конечно, видеть, когда в таком блестящем танце случается такой невероятный срыв с падением, успокаивает партнерша своего напарника. Но каковы трибуны? Как только это случилось, они и так поддерживали ребят, но как только это случилось, трибуны в несколько раз громче, эмоциональнее начали им хлопать. Давайте, давайте. И мне кажется, даже спортсменов это немножечко, но встряхнуло Милану и Дмитрия. Да, конечно, зал очень помог ребятам, потому что в самом начале программы такая ошибка на таком важном элементе и дорогом элементе с точки зрения баллов, которые
можно получить за него. Да, и огромная благодарность зрителям и всем, кто сейчас находится на стадионе, за то, как они поддержали Милану с Димой. Дима Я руку полагаю, сильно что, разбил да, еще об лед. У него и рубашка в крови, и докатывал с такой раной на руке. Да, к сожалению, это только базовый уровень для дорожки паттерн танца. Самая страшная проблема в том, что падение случилось на элементе, на котором нельзя расцепляться ни в коем случае. Нужно быть все время в контакте. Из-за этого ребята колоссальное количество баллов теряют. Здорово были выполнены твизлы, секция твизлов. Вот сейчас нам показывают тройки, пивоты. Еще хорошо, что Дмитрий доделал так называемые пивоты, потому что если бы он упал на один шаг раньше, элемент бы вообще не расценили как Дорожку. как дорожку, да. Ну, еще здорово, что не утянул за собой Милану, то есть пришлось расцепиться, но не допустили двойного второго падения. Да, это правда. И Милана огромная молодец, потому что, несмотря на такую серьезную ошибку, действительно в самом начале программы танцевала, отрабатывала четко корпусом, движением, настроением, эмоциями с технической точки зрения до самого конца программы. Хочется поддержать очень ребят, пожелать им удачи завтра, не думать о том, что случилось сегодня, потому что это опыт, у всех бывает падение. И люди чемпионата России выигрывают с падениями, так Да, что мне ли не знать об этом, Максим. Много-много-много баллов потеряли они на этой программе. 61-20. Но это, конечно, для такой великолепной пары просто ничтожно. В завершении этой группы и сегодняшних соревнований в ритмическом танце Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов. Это еще одни ученики Румянцевой и Волобуевой. Их прогрессу в прошедшем сезоне помешала травма. Пожелаем им удачного возвращения под пение Валерия Леонтьева. Спасибо ИСУ за наши 90-е. Двери распахнутся вдруг, я войду, разорву ваш привычный круг, уведу, украду чудо грешных рук. Казанова. Карнавал в этот поздний час, настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморочил вас. Казанова снова заводит меня. Танец ночного огня снова заводит меня. Танец
с ночного огня. Я одинокий бродяга любви Казанова, вечный любовник и вечный злодей сердцеед. Но соблазнять не устану я снова и снова, так и останусь бродяга один Казанова. Ох, ну не просто так, дорогие зрители. Василий, помните, я сказала в начале разминки, что этот танец мы запомним. Ну, Такое просто сделал впечатление. сегодня весь зал. Что Тимур жеребьевка была Бабаев-Смирнов. специально сделана, чтобы ритм-танец завершился именно этим выступлением. Это просто вишенка на торте и восклицательный знак сегодняшних соревнований танцоров. Сколько юмора, сколько пластики, такой комедийной пластики. И понятно, что только они, мне кажется, так вот умеют делать. И никто бы не взял Леонтьева, или если бы и взял, то не сделал бы это настолько очаровательно, весело, мило. Именно очаровательно. Это очень правильный эпитет для этой пары. Ну, ребята знакомы нашим зрителям и всем фанатам фигурного катания и танцев на льду. Как раз-таки их и знают как таких актеров, настоящих создателей праздника, эмоций и воплощения всеразличных образов, максимально Но разных. это ведь тоже какая ответственность. Представляешь, на следующие соревнования они выйдут, и опять от них будут ждать чего-то новенького и эдакого. Это как фантазия должна работать. Это целый процесс. Это их сильная сторона. У ребят есть свои минусы, как и у любой пары, как и у любого фигуриста. И они прекрасно их знают, над ними работают и вполне себе успешно, потому что показывают очень высокий уровень технической составляющей ритма танца. Они знают, какие они яркие, они этим пользуются. Для многих это может быть спорная постановка. Кто-то скажет, что это излишне театрализовано, кто-то скажет, что это наоборот феерия. Сколько людей, столько и мнений, но то, что Варя и Тимур подняли нам, ну я не могу. Ну, посмотрите, как он кайфует, ну как он кайфует, и как все мы кайфовали от того, что мы видели, что человек катается в настоящее удовольствие. Он любит то, что он делает. Ну и благодаря реакции зала мы понимаем, что эта пара в своей любой жизни после соревнований, может, в профессиональном катании, там, в шоу или где-то еще, будет востребована всегда. Настоящие артисты. И за это их и любит публика, за это и любят вот за эти эмоции, за такие программы обычные зрители, которые не хотят вникать в технику, любят танцы на льду. 70,86. Это 6-й результат после сегодняшнего ритм-танца. А завтра мы ждем произвольное катание от танцоров. И это будет потрясающая борьба. Уважаемые любители фигурного катания, через минуту начнется церемония... Сейчас начнется церемония открытия турнира. И когда официальная часть пройдет, то мы пообщаемся еще и с лидерами этого турнира, благодаря интервью, которое возьмет Максим Троньков.
Уважаемые дамы и господа, добрый день! Мы начинаем торжественную церемонию открытия Гран-при России по фигурному катанию на коньках «Красноярье». Современное общество живет в эпоху цифровых технологий. От общения и обучения до искусства и спорта все связано с виртуальной реальностью, инновациями и миром игр, которые стали не просто развлечением, а способом самовыражения, взаимодействия и творчества. Сегодня на льду объединяются спорт и искусство, реальность и цифровой мир. Здесь фигурное катание превращается в игру, где техника и эмоции переплетаются с цифровой эстетикой, а каждый элемент становится шагом к новому уровню мастерства. Мы начинаем! На лед и вперед! Добро пожаловать в игру! Сегодня на нашей арене несколько персонажей, каждый со своими характером, скоростью и техникой. Им предстоит пройти уровни, где лед станет полем для испытаний, а движение – кодом победы. Настало время познакомиться с ними. Аксель. Харизматичная, дерзкая, энергичная бунтарка. Когда она на льду, из-под лезвия коньков летят искры. Кристалл легкая и пластичная, воздушная и элегантная, буквально парит над ледяной гладью, не касаясь ее. Лукс. Само сосредоточение и концентрация на цели. Ее серьезность граничит с мрачностью, а холодная решимость становится главным оружием на пути к совершенству. Конек полный энергии и любящий аплодисменты публики, ради которых готов на все, стремясь быть в центре внимания, превращает каждый выход на лед в шоу. Впереди первый уровень. Выбираем персонажа, которому предстоит пройти его. Персонаж выбран. Первый уровень – лед без масок. Борьба не с внешними препятствиями, а с собственными сомнениями. Только преодолев страх и внутренние противоречия, герой сможет превратить рискованные элементы в проявление стойкости и уверенности.
Уровень пройден. Переходим к следующему испытанию. Но прежде выбор персонажа. Выбор сделан. Второй уровень – гармония легкости. Испытание, где предстоит добиться точности в мелочах. Здесь нельзя спрятаться за скоростью или силой. Спокойная музыка обнажает правду исполнения. Разреши не быть ближе, разреши не дотронуться до лепестка белой вишни, что упал в твои волосы. Да, каждой царапины, каждой ноющей раны и до того, что внутри болит. Луна льется по крышам, я закрываю глаза, чтоб просто дотронуться вишни, просто коснуться тебя. Хочется быть к тебе ближе, и лепестком белым вишни затеряться в кармане рубашки, затеряться с тобой в Париже. Хочется быть к тебе ближе, и лепестком белым вишни затеряться в кармане рубашки и не найтись никогда. Луна льется по крышам, синего занавесок, в каждом сне мы в Париже и цветущие вишни. Каждый сам выбирает сладость или же я, каждому свое, а мне тебя. Хочется быть к тебе ближе, и лепестком белым вишни затеряться в кармане рубашки и не найтись никогда, никогда, никогда. Уровень пройден. Переходим к следующему испытанию. Но прежде выбор персонажа. Персонаж выбран. Третий уровень – поймай волну. Задача – не потерять себя в ритмах переменчивого настроения музыки. Каждый переход мелодии – проверка. Где-то потребуется драйв, где-то филигранная работа в деталях. Мы снова танцуем, поем под нирвану. Твои поцелуи залечат все раны. Нужна мне как воздух, как волнам прибоя. Нужны эти скалы, нужна любви твоя доза. Мне ее слишком мало. С ума мы сошли, в голове иллюстрации. Как мы полетим, мне нужна гравитация. Тебя подожгли, сорвали эмоции. Пожары любви, это эвакуация. С ума мы сошли, в голове иллюстрации. Как мы полетим, мне нужна гравитация. Тебя подожгли, сорвали эмоции. Пожары любви, это эвакуация. К тебе бежать так далеко, стереть в кровь ноги, меня спасать смогла лишь ты, хотя хотели многие. Гори,
Нашли в голове иллюстрации, как мы полетим. Мне нужна гравитация. Тебя подожгли, сорвали эмоции. Пожары любви, это эвакуация. С ума мы сошли, в голове иллюстрации, как мы полетим. Мне нужна гравитация. Тебя подожгли, сорвали эмоции. Пожары любви. Уровень пройден. Переходим к финальному испытанию. Финальный этап – зрелище на льду. Основная сложность 4-го уровня – удивить зрителя, который уже видел многое. Для этого нужны безупречная техника и бесконечная вера в себя. Задача по силам лишь тем, кто обожает внимание публики и готов на все ради аплодисментов. Внимание! Необходима энергия оваций. Дальнейшее прохождение игры невозможно без ваших громких аплодисментов. Заряд получен. Игра продолжается. Как бы ни был силен каждый персонаж нашей игры, сила всегда в единстве. Когда мы соединяем разные характеры, рождается настоящее чудо, и сила множества становится больше, чем сила одного. Игра пройдена. Главная награда – аплодисменты всех любителей фигурного катания, которые звучат прямо сейчас. Для открытия соревнований приглашаются губернатор Красноярского края Михаил Кочуков и генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
Слово предоставляется Михаилу Котюкову. Дорогие друзья, я рад сегодня приветствовать на берегах Енисея лучших фигуристов России. Хочу сказать слова благодарности Федерации фигурного катания на коньках России за поддержку, за доверие, за многолетнюю дружбу. Каждый год, проводя в Красноярске турнир, вы помогаете нам прибавлять нашим тренерам, прибавлять нашим спортсменам, прибавлять нашим зрителям. Это многолетняя и настоящая дружба красноярского зрителя и лучших российских фигуристов. Спасибо вам большое. У Красноярска давние спортивные традиции. Здесь любят разные виды спорта, и особенно зимние. Фигурное катание для нас не просто спорт. Это грация, это красота, это зрелищность. Это история больших и ярких побед нашего спорта на лучших российских и мировых аренах. Я уверен, что у фигурного катания в самом центре России хорошее будущее. Я не сомневаюсь, что сегодняшние соревнования будут полны ярких эмоций. Я хочу пожелать спортсменам воплотить все задуманное на нашем льду, а зрителям великолепных впечатлений и самых приятных эмоций от этих соревнований. В добрый путь! Слово предоставляется Александру Когану. Уважаемые любители фигурного катания, дорогие спортсмены, тренеры, судьи. От имени Федерации фигурного катания на коньках России, от себя лично, я хочу поблагодарить правительство Красноярского края и лично губернатора Михаила Михайловича Котюкова за то внимание, которое уделяется нашему виду спорта в Красноярском крае. И мы с удовольствием привозим сюда сильнейших фигуристов нашей страны. Именно в Красноярске мы готовились к Олимпийским играм 22 года в Пекине. Именно отсюда, из этого дворца, мы повезли наших спортсменов на отборочные соревнования в этом году для участия в Олимпийских играх в Милане. И вы знаете, что двое наших фигуристов завоевали эту квоту, что позволяет им участвовать в Олимпийских играх. Красноярские любители фигурного катания, красноярские болельщики – это особенные болельщики. Теплота ваших сердец, аплодисменты каждому элементу и поддержка каждого фигуриста – это очень дорогого стоит, и поэтому все фигуристы с удовольствием приезжают в Красноярск. Давайте пожелаем нашим фигуристам чистого льда во Дворце спорта «Кристалл», в «Кристалл-арене», и пусть победит сильнейший. А сейчас разрешите объявить Гран-при России Красноярья открытым. Дамы и господа, звучит государственный гимн Российской Федерации. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Слава
славянских народов союз вековой. Предками данная мудрость народная, славься страна, мы гордимся. Благодарим почетных гостей. На этом торжественная церемония открытия этапа Гран-при России по фигурному катанию на коньках в Красноярске завершена. Желаем участникам красивого и чистого катания, а зрителям и ярких моментов, и незабываемых эмоций. Мы находимся в Красноярске на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию на коньках. И ритм-танцы уже завершены. И с большим удовольствием я приветствую в нашем Кисенкрае, в нашей студии Александру Степанову, Ивана Букина, которые привычно на первом месте после первого дня соревнований. Ребят, поделитесь своими эмоциями, как сегодня прошел для вас этот день. Сложно ли было выходить после такого перерыва? Всем добрый день. Вот ты очень правильно на самом деле подметил, что нелегко действительно выходить после такого перерыва, когда у тебя не было соревнования и не было какого-то такого опыта. Сегодня я это ощутила, потому что было нервозно, честно могу сказать, но мы справились. Не лучше наш прокат, но было неплохо. Я полностью с Сашкой согласен, вот, что знаешь, такое осознание пришло того, что надо почаще бы выступать. Во-первых, это кайф. Спасибо всем огромное, кто смотрит нас, кто здесь на трибунах болеет, потому что эта энергия как раз она и заряжает, и сегодня 200% нам помогла. Но мы для себя подметили, записали там в блокнотик, что парочку раз перед началом Гран-при хочется выступить. Что в вашей программе? У вас очень яркий танец, Майкл Джексон. Что в вашей программе? У вас самые любимые какие-то места есть, которые вот ты прям с огромным кайфом делаешь? Да, есть. Я точно люблю растанцовку после первого элемента. Она очень прикольная, такая музыкальная. И она родилась, на самом деле, вообще, вот, знаешь, по щелчку пальца, случайно просто. И я люблю нашу дорожку параллельную шагов, потому что там много также музыкальных и еще, знаешь, таких необычных акцентов, которые мы обыгрываем, и она мне очень нравится. А у тебя, Саш?
Ну, в принципе, да, Ваня все сказал. Еще могу только добавить, что вот в середине первого элемента, да, концовка мне очень понравилась. На самом деле, я когда увидела первый раз на видео, как выглядит последняя наша позиция финальная, мне очень понравилось, очень было здорово, потому что изначально мы ставили, она была немножко другая. Вот. И мне очень нравится момент наш посередине первого элемента, такая чуть остановочка тоже музыкальная. Очень классно, что в этой программе можно сделать, наполнить ее очень музыкальными какими-то моментами, руками, головой, корпусом. То есть это прям очень круто. Мы над этим работали и будем работать. За это хочется поблагодарить Петю Чернышова, потому что он с нами ночами, днями, сутками вообще ставил и отдавал всего себя. И мы ему безмерно благодарны за это. А почему Майкл Джексон? Почему именно эту тему вы выбрали для своего репортажа? Я расскажу эту историю, потому что на самом деле мы поставили произвольный, все, и к нам пришла Татьяна Анатольевна Тарасова, и мы как раз метались в том, что взять, какую программу, 90-е, ну как бы там много достаточно одинаковой музыки, вся такая танцевальная. И я такой говорю, что, может, Майкл Джексон все-таки, а я всю жизнь хотел, вот всю жизнь я требовал, дайте мне Майкл Джексон. И Татьяна Анатольевна такая говорит, бери, что хочешь, вот сейчас надо брать, что хочешь. И я такой, да. И все такие, ну окей. И вот, наверное, это выбор мой и Татьяны Анатольевны Тарасовой. Так что спасибо ей огромное, я исполнил свою мечту. Не могу не спросить про конкуренцию. В прошлом сезоне появились яркие молодые пары, молодые и дерзкие, и жаждущие высоких мест. Волнительно вам выходить на лед в этой конкуренции? Макс, я, знаешь, скажу, что всегда конкуренция — это очень полезно, и она, так нельзя выражаться, но я примерно скажу, что она всегда дает тебе пинок под одно место, что ты как бы всегда мотивирован, всегда заряжен. И что наши соревнования, что международные, это всегда конкуренция. То есть без конкуренции было бы и неинтересно, и не было бы мотивации, да, роста не было. Так что я очень доволен, что наши молодые пары растут, быстро растут, и они дают нам возможность также расти и совершенствовать свое катание, и вообще это наше общее дело. Уровень, да, свой уровень. Российский Вот. уровень танца на льду. Что нам ждать в произвольной программе? Как будете восстанавливаться? Может, погуляете по Красноярску? Расскажите про программу, что нам ждать. Гулять не буду точно. Но я думаю, что мы, да, чуть-чуть восстановимся. Сейчас как раз был небольшой перерыв до этого интервью. Мы немножко потянулись, забегались, в общем. Завтра очень такая интересная программа для нас, и необычная, и, наверное, одна из любимых, можно так сказать, потому что очень она глубокая. Музыку, наверное, уже все знают, я думаю. Это Орфей Эвридика, первая часть, а вторая — это как более современная часть, но я не буду ее называть, не знаю, может, нет. Эта программа, знаете, она для меня, она очень необычная, но я ее люблю очень по-своему. То есть она... Настолько, насколько можно любить произволку. Вот. Именно это я и хочу сказать, что она настолько необычна для меня, что я ее люблю настолько же необычно. Если вы поняли, то поняли. Ну, не могу о грустном не поговорить. Абсолютно бездушное решение не допускать дуэты. Я как парник тоже очень переживаю по этому поводу. Был ли момент сомнения, что стоит продолжать и входить в этот сезон? Макс, это сложный, правда, вопрос, и он занял у нас в голове как бы большое место в тот момент, когда нас не допустили, и мы очень много об этом говорили и друг с другом, и с тренерами, и все-таки приняли такое решение, что это было бы, наверное, для нас каким-то слабым решением взять и закончить. И это бы, опять-таки, доказало, что все их действия, они влияют на нас, понимаете? И, а самое главное, то, что мы любим фигурное катание, и жить без него пока что я не могу себе представить. И Александра, я уверен, что тоже.
Да, абсолютно согласна. И я помню этот момент, просто это было как раз во время нашего отпуска. Вот, и мы тогда уже поставили как раз-таки произвольную программу, потому что мы действительно готовились. Мы даже предыдущий сезон закончили, да, чуть раньше. Мы не поехали на какие-то старты, начали готовиться, начали ставить программы. И, конечно, сам момент, когда нам сообщили об этом, он был не очень простой. Вот, поэтому мы рады, что мы здесь, мы рады, что мы все-таки собрались. И надеюсь, что с каждым стартом будем только лучше. Ну и мы тоже очень рады, что вы здесь, что вы дарите свое искусство не только мне, вашему болельщику, но и тысячам ваших болельщиков по всей стране. Обязательно болейте завтра за Ваню с Сашей в произвольной программе. Мы отпускаем их отдыхать, готовиться к завтрашнему дню. Но вы, дорогие зрители, оставайтесь с нами на Первом канале. Большой день фигурного катания в Красноярске продолжается. Совсем скоро на лед выйдут наши замечательные девчонки. И мы с удовольствием вместе с вами будем наблюдать за их искусством на льду. Спасибо. Уважаемые зрители, разрешите представить официальных лиц, обслуживающих данный вид соревнований. Старший судья Мария Грибоносова-Гребнева, Москва. Судейская бригада, судья номер 1, Регина Трусова, Казань. Судья номер 2, Юлия Андреева, Москва. Судья номер 3, Татьяна Рашевская, Белгород. Судья номер 4, Константин Кучин, Челябинск. Судья номер 5, Алексей Сучков, Москва. Судья номер 6, Елена Фомина, Санкт-Петербург. Судья номер 7, Марина Сысцова, Санкт-Петербург. Техническая бригада, технический контролер Татьяна Косыгина, Санкт-Петербург. Технические специалисты Александр Кузнецов, Москва. Руслана Карева, Москва. На лед приглашаются участницы первой разминки. Ева Зубкова, Санкт-Петербург. Софья Важнова, Москва. Анна Казакевич, Ярославская область. Мария Елисова, Тульская область. Елена Черникова, Липецкая область. Елизавета Куликова, Москва. Разрешена разминка. Продолжаются соревнования на этапе серии Гран-при России по фигурному катанию, которые проходят в Красноярске. И впереди короткая программа в женском одиночном катании.
Это же не только изящество формы, но и выверенное содержание. Здесь нет места для ошибок. Молодые спортсменки продолжают штурмовать взрослое катание. Они умеют великолепно прыгать и с невероятной скоростью улучшают и другие аспекты катания. Поэтому смотреть эти соревнования в эфире Первого канала будет невероятно интересно. На комментаторской позиции олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Всем добрый день. Мне очень приятно, что фигурное катание плавно так переместилось в гостеприимный Красноярск. И вы знаете, вчера в самолете мне очень понравилась такая фраза, которая звучала так, что фигурное катание для Красноярска — это уже не просто вид спорта, это важная часть культурной жизни города. А также призер Олимпийских игр Михаил Коляда. Всем привет. И Василий Соловьев, наша троица, дружная и всегда увлеченная какой-то дискуссией. Постараемся раскрыть для вас то, что происходит на льду, передать это настроение. Тем более, что у нас есть возможность также подглядывать в процессе соревнований в судейские протоколы, как что происходит. А пока представляем участниц первой группы. Будет кататься Ева Зубкова, ученица Евгения Рукавицына и Романа Усатова. К ним она в Санкт-Петербурге в предыдущем сезоне перешла от тренера Артура Гачинского, где тренировалась до этого. Затем вслед за ней будет кататься Софья Важнова. Сейчас на ваших экранах. Очень спортсменка серьезная, которая будет претендовать на высокие места. Ее тренерский штаб — это Светлана Соколовская, Станислав Захаров, Виталий Бутиков на ваших экранах. Анна Казакевич, Ярославская область, с тренером Натальей Тюленевой. Они представляют этот регион впервые на взрослых соревнованиях, впервые для Анны. Она тоже из семьи спортсменов. Папа и дедушка тренеры в хоккейном клубе «Локомотив». Следующая участница Мария Елисова, ученица Екатерины Моисеевой. Екатерина Владимировна в юниорских соревнованиях вчера отпраздновала победу вместе с Софией Дзепко. Ну, спортсмены, которые, точнее тренеры, которые здесь работают на этом этапе, конечно, у них очень широкая палитра чаще всего учеников. И некоторые даже не успевают приезжать на все этапы. Такое количество учеников у каждого тренера, поэтому они работают еще вдобавок командой. На одном турнире один тренер, на другом другой. Но мы всех помним, знаем и, конечно же, лично приветствуем, вот как Екатерину Моисееву сейчас на ваших экранах. А выступает Мария Елисова действительно за Тульскую область. Елена Черникова далее будет кататься, ученица Александра Волкова и Ольги Хромченко. Серебро на турнире на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Бронза на турнире за призы Московской Федерации фигурного катания в Москве. Ну и в частности, свой личный рекорд в апреле она установила на соревнованиях. Молодец, девушка прогрессирует, движется вперед. А мы следим за развитием каждого спортсмена. Представляет Елена Липецкую область. И в завершении этой группы Елизавета Куликова. Спортсменка из спортивной школы имени Жука, где тренируется у Сергея Давыдова.
Тоже Сергей Давыдов очень плотненько работает в Красноярске. Вчера Лев Лазарев в великолепном стиле одержал победу в юниорских соревнованиях. Отпраздновал свой день рождения. Кстати говоря, о этом замечательном дне. С одной стороны, конечно, очень волнительно, когда твой день рождения приходится на тот или иной турнир, но с другой стороны, наверное, как мне кажется, это добавляет каких-то дополнительных энергий, потому что ты хочешь, чтобы этот действительно день запомнился не только тебе, но еще и всем остальным. Да, безусловно, это добавляет такого дополнительного и нерва, и ответственности, но в то же время настолько приятно, когда ты хорошо отработал, и этот день рождения становится просто настолько запоминающимся, что хочется повторять это снова и снова. А мы вчера поздравляли Алексея Тихонова, а сегодня хотим поприветствовать Татьяну. Олимпийскую чемпионку, мою супругу, любимую мою Танюшу, с днем рождения. Разминка окончена. Открывает соревнование серии Гран-при в Красноярске Ева Зубкова. Родом из Новокузнецка, сейчас живет в Санкт-Петербурге, тренируется у мощной группы тренеров Рукавицын, Усатов, Молотов. Одно из многих мест, где рождаются российские чемпионы. Короткая программа Евы – это социальный французский хит «Индила» о боли и скитаниях юной девы в постановке Татьяны Прокофьевой. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Ну, Здорово! Здорово, правда. Отличное открытие соревнований. Очень важно дать вот такой заряд энергии сразу с первого стартового номера. И Ева справилась абсолютно со всеми задачами. Я хочу, чтобы операторы повторили для всех вас вот эти соединительные шаги, которые усложняют. Можно просто зайти на прыжок, а можно зайти так, чтобы действительно, как и дни рождения, о которых мы только что с вами беседовали, дорогие коллеги, также запомнился.
Да, действительно, прокат получился очень такой легкий, воздушный. Мне очень понравилось, как она улыбалась во второй части программы, и не было вообще ни тени усталости. Открою вам маленький секрет. Я с Евой тоже тренировался на одном льду, да, и я знаю, что она владеет тройным акселем, ну или, по крайней мере, владела им ранее. Прекрасный двойной аксель сейчас был на ваших экранах. Единственное, судьи находят неясное ребро на каскаде тройной тулуп, который сейчас показывают. Ну, абсолютно докрученные элементы. Докрученные, да. Но ребро действительно было неясное, поэтому стоит в протоколе восклицательный знак. Во второй части исполнила тройной флип. Здесь без вопросов вообще. Единственное, наверное, такую маленькую ложечку дегтя. Коротковат выезд был, а все остальное было замечательно. А в плане презентации мне понравилось, что вот каждый такой вот заявленный ритм музыкальной композиции, он соответствовал тому, что происходило на льду. Ей было абсолютно комфортно, и, наверное, отсюда как раз и те улыбки, которыми она одаривала зрителя. Мне нравится эта программа с французскими мотивами, это очевидно. Получает она 58 баллов 53 сотых, и это первый результат сегодня. Соревнуются девушки в короткой программе на третьем этапе Гран-при России. Из московской школы Соколовской сюда, в Красноярск, приехала Софья Важнова. Она гордится своей школой и той атмосферой, которая там царит. Охотно верится. Сама она перфекционистка в деталях, что может стать подспорьем в исполнении именно короткой программы. Ее композиция составлена под речитатив Регины Спектор. «После меня», так называется эта композиция. Есть что посмотреть, есть что послушать и есть о чем подумать. Постановщик Алексей Горшков. Как обидно, а ведь катается Софья Важнова с таким чувством, так проникновенно и такие красивые у нее
красивые движения, какие вращения, как ни у кого. Да, легко можно добавить, что абсолютно вся непрыжковая часть практически 4-го уровня. Но вот, к сожалению, все в этой программе было, кроме каскада. Она спасла первый прыжок тройной луц, но, к сожалению, слишком мало было скорости для того, чтобы комфортно дальше прыгнуть тройной тулуп. Я все-таки хочу похвалить Софью, потому что буквально с первых движений этой программы было видно, как ей тяжело, как она начинает думать слишком заранее о прыжках. Сейчас на ваших экранах двойной аксель. Сделано хорошо. Ну вот сейчас как раз на повторе тот злополучный. Вот, видите, еще и недокрут на тройном луце. К сожалению, не хватило и скорости, и высоты, и практически с места попыталась прыгнуть, но вот, к сожалению, не увенчалось это все удачей, и случилось падение. Плюс, опять же, недокрут на тройном тулупе. Да, и как раз в луце она пошла настолько осторожно, и именно вот это ее и погубило, потому что мы прекрасно знаем, что она прекрасно владеет этим каскадом. Но программа в этом году мне понравилась. Она вот настолько проникновенно, настолько чувственно начала катать. Появилось больше осознанности в движениях, осознанности в подаче материала. Здорово. И я знаю прекрасно Софью, у нее такой бойцовский характер. Надеюсь, что как раз она его проявит в полной мере во время произвольной программы. 58 баллов, практически столько же, сколько у Евы Зубковой. Должно было быть больше. Соревнование продолжает. Ярославскую область на этом турнире представляет потомственная спортсменка Анна Казакевич. Ярославль — это не просто география. Фигурное катание в регионе активно развивается, строится новый шикарный каток. И Анна Казакевич вместе со своим тренером Натальей Тюленевой являются ориентиром для молодежи славного города. Анна исполняет короткую программу под струнную аранжировку знаменитого саундтрека.
Как хорошо, что не отдали девочку в хоккей. А ведь хотели ее отец и дедушка говорили, иди в хоккей. Нет, сказала, хочу заниматься женственным видом спорта. Такая высокая, статная, сразу видно из спортивной семьи девочка. Такая сама тоже атлетичная и так здорово выполнила все то, что было предписано. Вы знаете, очень симпатичная короткая программа. Единственное, что мне бросалось в глаза, то, что чем отличается профессионал от того человека, который уже как бы на подступах к этой вершине, тем, что у профессионала достаточно легко сложнейшие вещи проходят. И ты не замечаешь, что действительно какова сложность того или иного элемента. А здесь ты видишь, что человек внимательно подходит к тому или иному элементу. Ну, тем не менее, дебют удался. Да, пусть сегодня контент был не самый сложный, и сейчас на ваших экранах каскад стартовый тройной тулуп, и судьи находят там недокрут, затем тройной флип, чисто. Уверенно. Ну, действительно, программа была такая, как бы немножко сдержана, то есть как будто хотелось немножко больше подачи себя, какой-то вот... Возможно, я абсолютно я не прав, но у меня вот такое ощущение складывается от того, что я комбинирую то, что я слышу, с тем, что я вижу. И музыка такая достаточно тяжелая для восприятия, но мощная. И хотелось бы, чтобы здесь именно сложнейшие элементы, они были бы исполнены более в легкой манере. Я уверен, что потом над подачей Анна со своим тренером обязательно поработает, и программа засияет новыми красками. Вместе с тренером ожидают оценок в Кисенкрай. И, ну, развивается фигурное катание в Ярославской области благодаря вот таким энтузиастам, как в том числе тренер Анны. Также сестры Мильто тренировались в Ярославле, в этой группе. Сейчас уже переехали в Москву. А спортивные истоки остались, и они ценны. Есть небольшие недочеты по программе, поэтому судьи задумались в обращении. Одна из позиций была не засчитана. Вот сейчас разобрались и поставили итоговый результат. За короткую программу получается 49,11. Короткую программу Родом из города Радужный в Югре Мария Елисова когда-то увидела шоу по фигурному катанию в торговом центре и полюбила этот вид спорта навсегда. Сейчас тренируется у Екатерины Моисеевой и представляет на соревнованиях Тульскую область. В короткой программе в постановке Артема Федорченко используют музыку модной кавер-группы «Цвай» о воинах, которым нечего стесняться. Настроение побеждать. As a child, you would wait and watch from far away. You always knew that you'd be the one that would quiet their whole play. And you did awaken out and escape of all the things that
Очень обидно. Очень обидно. Мы втроем, и Миша, и Вася, содрогнулись здесь, когда, к сожалению, случилось падение с элемента ультра-си тройного акселя. И короткая программа на это наше мнение у Маши началась как раз именно сам прокат, и эмоции начались после, к сожалению, первого срыва. Дальше было все абсолютно и практически идеально. Видно было, как готовилась прямо вот с первых секунд, с первых аккордов сразу взгляд в лед, и ты понимаешь, что ждем. Да, вот ждали, действительно. И, ну вот, к сожалению, такое часто бывает, когда спортсмен или спортсменка начинают готовиться слишком заранее, и к прыжку ты уже подходишь, ну, так скажем, перегоревший. Давайте сейчас посмотрим на тройной аксель. И вот мы видим, что после второго оборота ось начала меняться. И как раз-таки почему? Потому что она просто поторопилась, она не въехала на левой ноге столько, сколько нужно. Потому что на 6-минутной разминке аксель был просто потрясающий. И на утренней тренировке, которую мы все вместе втроем наблюдали, просто россыпь была этих элементов ультра-си. Действительно, это тот козырь, который существует, он есть у Маши. И она единственная спортсменка сегодня в короткой программе, кто заявила тройной аксель и по-честному на него пошла. Да, программа такая вот прям боевая, и было чувствуется, вот прям чувствовалась от Марии эта энергия. Ну, что скажем, дебют практически удался. Ну, без падений, как мы... Это избитая фраза, не бывает взлетов. Очень приятное впечатление оставляет после проката короткой программы Маша. Но, к сожалению, да, вот это даже не помарка, а срыв элемента ультра-си. Ну что ж, пожелаем удачи в произвольной. За короткую программу она получает 59 баллов и 12 сотых. На данный момент она лидирует. На данный момент первое место. Липецк представляет на этих соревнованиях Елена Черникова. Под руководством тренера Александра Волкова спортсменка очевидно прогрессирует, устанавливает личные рекорды на турнирах, в которых принимает участие, но мечтает, по ее собственным словам, стать стоматологом. Песня «Будущий любовник» — это визитная карточка Армении на прошлогоднем Евровидении. Фигуристка в творческом поиске. Explore with him and visit our bookstores and cute little things like drinks, movies, and new cafes. Drinks, movies, and new cafes. A future lover. I hope it all comes naturally. I hope our love is quiet outside, but loud inside. Open
Ну, интересное сражение. И Елена Черникова вынуждена была комбинировать по ходу программы, что и делать. Не получился каскад. И в голове нужно было вычислять, а что же, как поступить в этой ситуации. Сейчас будем вместе разбираться, потому что судейский протокол у нас на наших глазах. На мониторах, да, горит красным. Комментирует Михаил Коляда. А все она сделала правильно, потому что Объясни сначала, что она сделала. Она, к сожалению, сорвала один прыжок в первой части программы. Это был, по идее, должен был быть каскад тройной луц с тройным тулупом, но, к сожалению, всего лишь был двойной. Начала очень бодро, кстати говоря, с двойного акселя. Он был такой достаточно ровненький, аккуратненький. Сейчас как раз он на ваших повторах. Свечечкой так. Очень многие, кстати, спортсмены ставят именно этот прыжок с самого начала той или иной программы, для того, чтобы размяться. И так, вот, ну и что, вот здесь, срыв, вот бабочка. Здесь она решила, она приняла волевое решение сделать каскад с флипом во второй части, потому что если бы она сделала каскад, например, двойной луц, двойной тулуп, то он бы точно прошел по нулям. Так же, как и простой соло двойной прыжок. Да, и потом она бы не смогла сделать каскад во второй части программы. И вот мы сейчас как раз во время проката обсуждали, а что было бы дороже. Да, она приняла, в принципе, правильное решение, что она сделала тройной флип, двойной тулуп во второй части. Ну, лучше, конечно, тройной-тройной, но... Да. Есть выезд, то, что мы выезд имеем. из флипа тоже был такой, как бы немножко на грани, поэтому только лишь двойной тулуп. Просто еще раз объясню. Она сделала двойной луц, и во время выезда думала, что же ей делать дальше, потому что двойной луц сам по себе не засчитывается вообще как прыжок двойный, прыгать нельзя. Да. Единственный вариант был в этот момент прыгнуть тройной, но либо на таком рисковать. длинном выезде, нет, я имею в виду на этом длинном выезде каскадом, сделать 2-3, но на таком длинном выезде неуверенном она бы не сделала тройной. Да, скорее Вот всего, в ей чем было настолько дело. неудобно, что она приняла решение сделать его во второй части. Да, ну все равно, к сожалению, тут дикая потеря баллов. Тут вот 0 горит напротив этого двойного луца. То есть, по большому счету, как падение это получается. И ждет своих оценок. Ну, молодец, все равно. Голова соображает. Соображает, да. Боролась. Пусть что-то не получилось, но это была все равно Мне очень кажется, сложная во время программа. проката не только Лена думала, а что дальше делать и как поступить правильнее, так же, как и, собственно, те же самые мысли и посетили всех нас. Потому что мы понимаем, что двойной прыжок, он, собственно, и так по нулям прошелся. Умный вид спорта, фигурное катание, но хочется отметить, что это мы поговорим и обсудим позже, а сейчас 44,34. Это ее результат за короткую. Изящную и хрупкую короткую программу под музыку «Ночной лес» мы уже видели на предыдущем этапе Гран-при в исполнении Елизаветы Куликовой. Победительница мемориала Ирины Рабер чрезвычайно пластично и артистично. Так готовят спортсменов Сергей Давыдов и Александра Кравцова в школе имени Жука.
Просто умничка. Второй турнир подряд. На прошлой неделе был Магнитогорск. Тоже абсолютно чистый прокат короткой программы. И сейчас чисто исполненная программа вновь. И она выступала как ночной лес. Но мне кажется, это такой ночной лес. И вот уже восход солнца. И мы увидели эти первые лучики солнца. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках ТЭБ-банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, ТЭБ-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. В Красноярске Елизавета проявляет себя просто с какой-то невероятной красоты. И действительно, эта программа, мы наблюдали ее неделю назад в Магнитогорске, но сейчас она катала еще проникновеннее, еще чувственнее, и элементы все были сделаны просто замечательно. Не могу не отметить, что испытывала такое небольшое неудобство во время 6-минутной разминки, но одного спортсмена это может просто разбить в пух и прах, а другого, наоборот, как-то подсобрать. И вот Елизавета настоящий боец, и сейчас мы видим, что действительно есть как спортсмены минус старт, есть плюс старт, но вот справилась с волнением, и выполнено все было практически безупречно. Ну что ж, ни одного вопросика, да, Миш? И дорожка, 4-й уровень. Я знаю, как ты это трепетно здорово, относишься. Да. Вот я очень люблю элементам. наблюдать вот именно все вот эти сложные повороты, шаги. Это приносит невероятное удовольствие. И в какой-то мере эта программа домашняя для Красноярска, потому что композитор Илья Бешевли, который написал композицию «Ночной лес», родился именно здесь. Может быть, немногие на трибунах это знают, но зрители теперь точно знают. Очень сдержанная Елизавета Кисенкрай. Всегда. 67-85. Оценки другого уровня, что называется. И Елизавета лидирует. На лед приглашаются участницы второй разминки. Александра Чаткина, Санкт-Петербург. София Буза, Омская область. Мария Пулина, Санкт-Петербург. Алина Телегина, Ивановская область. Анна Лишенко, Ростовская область. Алиса Двоеглазова, Москва. Разрешена разминка. На хорошей ноте завершилась предыдущая группа. Мы, конечно, очень волновались за девушек, за их катание, за то, как происходит борьба. Всегда обидно, если есть падение или что-то не получилось. Но вот Елизавета Куликова, конечно, все расставила по своим местам и задала определенный тон, мне кажется, и тому, что будет происходить дальше. Вы знаете, что в женском одиночном катании как бы, вроде бы, да, явный лидер на данном турнире — это Алиса Двоеглазова, но все-таки Мария Елисова, которая владеет элементами ультра-си, пробует, да, вот обойти соперниц благодаря вот этому элементу. Но на медали претендуют абсолютно многие спортсменки, в том числе те, которые сейчас находятся во время 6-минутной разминки. И лед скользкий, и многое может, к сожалению, произойти. Мы представляем Александру Чаткину, выступающая за Академию фигурного катания, где тренируются у Юлии Кулибановой, Марианы Кривенко и Дениса Лунина. Также в этой группе участников будет кататься из Омской спортивной школы Олимпийского резерва Софья Буза. Родилась в Казахстане, в городе ученица Ларисы Тарапат. Омскую область.
тренируется у Розы Щавелевой и Никиты Чебана, участница всероссийских соревнований. Еще раз стоит отметить, что это короткая программа и вот единственные элементы так называемого ультра-си, на который мы могли бы надеяться в короткой, это тройной аксель, но вот он, к сожалению, единственный, который сегодня не получился. Для нас, к сожалению, для спортсменки, к сожалению, но это определенный опыт, без которого, как уже правильно подчеркнул Алексей, не будет развития в карьере. Лариса Александровна, тренер из Омска, на ваших экранах. Мария Пулина, еще одна спортсменка из спортивной семьи, потому что ее отец занимался парным катанием и был ее первым тренером. В Санкт-Петербурге она тренируется у Чептаревой Валентины Михайловны. Да, летит огромный привет моему первому тренеру. Да, Михаил вырос в этой школе. Также работает с Марией Татьяна Косицына, Ольга Зотова. Между прочим, вот Мария учится в политехе, Политехнический университет Петра Великого по направлению биотехнологии. И вообще собирается стать ученым. Алина Телегина представляет Ивановскую область, где и тренируется. Алина Телегина – это Ивановская область, где ее тренирует Дмитрий Шульгин. Алина любит рисовать и делать поделки руками. В будущем хочет стать тренером и уже тренирует детей от 3 до 7 лет. Есть кот Маркиз и собака Татоша. Как проходит разминка у девушек, по-вашему? Очень напряженно, так, все сосредоточены, потому что короткая программа, она очень коварная, как мы много раз говорили, и я еще раз повторюсь, что важен каждый элемент. Каждая сотая балла, потому что сейчас у нас в турнирной таблице есть явный лидер Елизавета Куликова, ну а дальше разрывы просто минимальные. Анне 16 лет. Ее родной город Ростов-на-Дону. Анна Лишенко, молодая довольно-таки спортсменка, которая сейчас тренируется в Ангелах Плющенко в группе Юлии Липницкой. В своей короткой программе Анна воплощает образ под музыку из Цирк дю Солей. Ну а продолжая тему значимости короткой программы, то всегда говорили о том, что короткой программой турнир выиграть невозможно, а вот проиграть его легко. Алиса Двоеглазова. Алиса Двоеглазова будет кататься последней в этой группе. Тоже жеребьевка таким образом распорядилась, что потенциальный лидер будет завершать соревнования. Для зрителей это всегда наглядно и очевидно. Тренируется Алиса у Итеры Георгиевны Тутберидзе. Сергей Дудаков ее выводит на лед. У нее есть стабильные четверные прыжки, конечно же, которые мы будем завтра изучать в микроскоп вместе с судьями. Но до завтра еще нужно дожить. Очень любит домашних животных. Есть собака Грейси и шиншилла Черри. У Алисы Двоеглазовой множество призовых мест на различных турнирах. Чрезвычайно опытная спортсменка. Вот интересно, как вы думаете, почему без тройного акселя в короткой? Потому что ставка сделана на чистый прокат. Я очень надеюсь, мы сегодня его будем наблюдать. А в произвольной уже можно будет рисковать. А как думаешь, насколько чистое исполнение акселя добавляет компонентам? Это очень интересный вопрос. Но добавляет это 100%. Я думаю, что и в эмоциональном плане тоже, когда ты видишь такие элементы непривычные, просто тройные прыжки, а уже и тройной аксель, или в произвольной программе четверной элемент, конечно, уже и впечатление немножко другое. Поэтому, конечно, компонентов тоже добавляет.
Бронзовый призер этапа Кубка Санкт-Петербурга Александра Чаткина. На льду Академии фигурного катания ее тренируют Юлия Кулебанова и Мариана Кривенко. 11-классница Саша учится, как и все школьники, готовится к ЕГЭ, мечтая о карьере тренера. Understanding the art of human love. Step 1. Engage your partner in a series of increasingly intimate questions. Then, answer the same questions openly and truthfully. Step 2. Wait until an appropriate level of personal rapport has been achieved before participating in skin-on-skin contact. Step 3. Remain emotionally present during intercourse, periodically gazing into one another's eyes until the final moment of physical intimacy. Both parties have reached climax, continue to hold each other in a close embrace. Step 5. When the evening is complete, do not exit the building. I repeat, do not exit the building. Умничка. Вы знаете, как невольно вот улыбка не сходила с моего лица во время просмотра этой короткой программы. Не знаю, может, я в корне не прав, но так издалека. Тоже рыженькая Александра, так немножко трусу напоминает нашу Сашу. Программа действительно получилась очень такой яркой, запоминающейся. И, можно сказать, сегодня был такой дебют у Александры Чаткиной из Санкт-Петербурга. Мы видим, как Юлия Львовна Кулебанова поздравляет ее, и Денис Лунин. Все, в общем-то, получилось сегодня. Да, получилось. Единственное, что сейчас давайте акцентировать свое внимание на повторах, на прыжковом контенте. Вот сейчас как раз тот каскад, с которого и все начиналось. Тройной луц, тройной тулуп. И луц вот чисто. Луц чисто. А вот здесь... Судья находит да, небольшой действительно, недокрутик. Он там был. Затем двойной аксель со скобочки. Сложный заход. И третий прыжковый элемент, тройной флип, где части. тоже поборолась. Видите, вот клюнула носом, но обыграла руками. Да, и здесь мы на замедленном повторе видели все-таки вот эту кушечку, всем уже известную, что снизит оценку. Ну и плюс на флипе ставят неясное ребро. При отталкивании просто напоминаем, что луц прыгается с наружного ребра, а флип с внутреннего. А там было неясное. Неясно. Как бы прямая такая была. Ну, очень позитивное впечатление. Хорошая программа, хорошая девушка с хорошим потенциалом. За короткую программу
Александра Чаткина получает 54 балла 27 сотых. И это на данный момент 5-й результат. Омская спортивная школа Олимпийского резерва номер 35 на базе стадиона имени Вячеслава Фетисова представлена на этих соревнованиях Софьей Буза. Родилась Софья в Казахстане, и сейчас в Сибирском федеральном округе она сильнейшая, что доказали чемпионат и первенство региона. Музыка из страшноватенького фильма «Гензель и Гретель. Охотники на ведьм». Я очень рад, правда, за Софью, очень рад, потому что, опять же, наблюдали за утренними тренировками и также наблюдали за 6-минутные разминки. И хочется отметить то, что, вы знаете, у многих вот бездействие порождает беспокойство и страх в дальнейшем, да, на турнирах. А вот именно действие, вот упорная тренировка, когда у тебя что-то не получается, ты вновь и вновь заходишь, что как раз вот это само действие придает уверенность и смелость. И сейчас вышло и правда. Я понимаю, что мы зачастую повторяемся, говорим о какой-то борьбе, но она правда присутствовала сейчас в эти 2 минуты 50 секунд. Да, и 6-минутная разминка, и утренняя тренировка ни о чем не говорят. Потому что на короткой программе спортсмен может выходить и делать все. Кстати, одна из немногих спортсменок, кто прыгает двойной аксель не с ребра, а именно со стопора. Да, и сейчас на ваших экранах тройной луц в каскаде с тройным тулупом. Вот прям поборолась. Докрутила. Судьи находят все-таки небольшой нет, недокрут на тулупе и неясное ребро на луце. Ну вот, в замедленном повторе сейчас, уважаемые зрители, идет тройной флип во второй половине программы, который добавляет немножко баллов к базовой стоимости. Еще и мах ногой. Да. Хореографические такие вот находки. И это дает возможность судьям плюсануть этот прыжок. И как ты, Михаил, любишь все вращения 4-го уровня? Да.
Но вот, к сожалению, дорожка только лишь первого, потому что там такой вот накал идет, и, видимо, она с этим накалом страстей не справилась. Может, она не успевала еще там по времени, там какой-то такой короткий еще был Возможно, перехрон. да, потому что действительно на то, чтобы сделать это все чисто, Нужно время. Молодец. 54,20. На данный момент это 6-й результат. Соревнование продолжает Дочь и первая ученица фигуриста Теймураза Пулина Мария из Санкт-Петербурга готовится исполнить свою короткую программу под классическую музыку Людвига Минкуса из балета «Баядерка». В основе истории этого балета драма древнеиндийского поэта Калидасы о несчастной любви храмовой танцовщицы. Тренирует Марию Валентина Михайловна Чеботарева, чьим воспитанником также являлся призер Олимпийских игр Михаил Калида. Браво! Не знаю, что еще добавить, но в замедленном повторе вы увидите то, что меня очень радует. Это, конечно, высокие и пролетные прыжковые элементы. Да, еще в прошлом году мы наблюдали выступление этой спортсменки, и с Анной Щербаковой тоже отмечали, насколько высокие прыжки. А сейчас в этой короткой программе мы видели настоящую театральную постановку. Вот, казалось бы, как можно за 2:50 все это уместить, а вот оказывается, можно. Иногда хочется, хоть и все такое движется вперед, и иногда это кажется чем-то тривиальным, музыка из балета, но некоторые умеют это делать. Вот посмотрите, вот то, о чем я и говорил, собственно, пролет, высота. Тройной можно легко делать. Легко. И затем тройной луц в каскаде с тройным тулупом. Тоже очень Смотрите, высоко. какая высота и запас какой.
ставит, к сожалению, на первом прыжковом элементе в этом каскаде, на тройном луце, неясное ребро. Но еще обратите внимание на все эти различные положения в вращениях. Посмотрите, какой сложный заход на тройной флип во второй части шутили программы. с Мишей, что мы не то что не встанем после такого прогиба, мы не сядем в него. И посмотрите, какой тройной флип. Ну, красота ведь. Здорово. Правда, здорово. Единственное, что при всех этих плюсах, которые мы сейчас замечаем, непонятно почему не дорабатывают, например, вращательные элементы. Да? Дорожка шагов второго уровня мы сейчас видим, да. И вот, к сожалению, последняя комбинированная тоже, судя, ставят только лишь второй уровень. Хотя вращения классные. Видно, что работают и работают много. С удовольствием публика отреагировала на эту программу. Прям хлопали почти все катание. 61 балл, почти 62 у Марии за короткую программу. Она уступает Куликовой 5 баллов. 6. Короткую программу представляет Алина. На стадионе «Динамо» в Ивановской области тренируется Алина Телегина. Фигуристка занимала призовые места на турнире Кудрявцева в Новосибирске, на Серебряном ожерелье России, на Мордовских узорах. Много разнообразных стартов у нас сейчас. Символичная музыкальная композиция в ее короткой программе называется «No». Гимн самостоятельности в исполнении Меган Тейлор. But let me stop you there, oh, before you speak. Answer, no, no, no. What you gonna say? You ain't running game. You cannot believe in every word. Call me beautiful, so original. Telling me I'm not like the other girls. I was in my zone before you came along. Now I'm thinking maybe you should go. Blah, blah, blah. I be like, thank you in advance. I don't wanna dance. I don't need your hands all over me. If I want a man, then I'ma get a man. But it's never my priority. I was in my zone before you came along. Don't want you to take this personal. Blah, blah, blah. I be like, nah, to the I, to the no, no, no. All my ladies, listen up. If that boy ain't giving up, lick your lips and swing your hips. Girl, all you gotta say is my name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. No, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. No, no, no. I'm feeling untouchable, untouchable. I'm feeling untouchable, untouchable. I'm feeling no, no, no. I'm feeling all my ladies, listen up. If that boy ain't giving up, lick your lips and swing your hips. Girl, all you gotta say is my name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Untouchable, 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 no, 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 no. По горячим следам сразу хочется отметить скорость, на которой все происходило, это действие сейчас здесь, в Кристалл-арене. Алина Телегина. Сразу возникает очень много вопросов. И у нас с Мишей. Я задал Мише миллион вопросов. Например, по поводу сразу первого каскада. Тройной луц, тройной тулуп. На мой взгляд, я сейчас жду, какой вердикт выдадут судьи. Даже не судьи, а техническая делегация. Какое ребро? Потому что для меня, явно прыжок был с неясного ребра. Хотя, смотрите,
Вот повтор сейчас идет. Как раз это прыжка мне показалось, что... нет. С наружнего. Все, это зрение, это возраст. Да. Тройной лут, тройной тулуп. Не докручен, к сожалению. Второй здесь очевидно было, уважаемые зрители. Было видно недокрут, и затем последовал тройной Ридбергер. И сделала она его в степ-аут. Потому что на ногу не стала настолько уверенно и жестко. Тем более Ридбергер, да, с правой начинается прыжок, и на правую... На правой заканчивается. Да. Ну и затем во второй части программы двойной аксель. Но скорость действительно ощущалась. Порой экраны телевизора не могут передать определенные моменты из той или иной программы. Но действительно как вихрем здесь носилась, ураганом. Да. Но, к сожалению, мы программа видели... такая вот прям яркая. И вот хотелось как будто бы, ну давай, зажги. Ну, ничего. Еще есть произвольная программа, чтобы зажечь. Алина Телегина получает в короткой программе 47 баллов 69 сотых. Это на данный момент 9-й результат. Анна Лишенко тренируется у олимпийской чемпионки Юлии Липницкой в школе Ангелы Плющенко. В прошедшем сезоне она штурмовала пьедесталы юниорской серии Гран-при, а теперь Аня выступает среди взрослых и представляет Ростовскую область. Любопытно, что в группу ангелов фигуристка попала благодаря тому, что родной каток постоянно закрывали по каким-то там техническим причинам, и пришлось искать более надежное место. Нет худа без добра. Цирк де Солей в ее короткой программе. Безумно рад за Анечку.
Вы знаете, вот она выступала под музыкальную композицию из «Цирка дю Солей». Это же синтез такого традиционного циркового как бы искусства, театральных представлений, современной музыки, сложной хореографии, акробатики. Но здесь все было в совокупе с прыжковыми элементами. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках ТЭБ-банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, ТЭБ-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Вот сейчас за кадром я у Василия спрашивал, а сколько же ей лет? Потому что она совсем не выглядит на свой возраст, но при этом настолько умело пользуется энергией зала и вот этими всеми сложными элементами она владеет замечательно. Стартовый двойной аксель, без вопросов, чисто. Ой, хороший кадр сейчас, прямо какая взгляд. сосредоточенная, да. Тройной флип. С внутреннего ребра, все хорошо. Но хотя почему-то судьи ставят восклицательный знак. То есть все-таки им что-то показалось неясно. Но и вот во второй луц... части программы тройной луц, высота. Тройной тулуп. Сделано. Я очень рад, да, за Аню. Очень рад. Смотрите на ваших экранах сейчас Юлия Липницкая, олимпийская чемпионка, командника. И это Анна, вторая спортсменка, которая получает 4-й уровень за дорожку шагов. И просто для уважаемых телезрителей мы почему так делаем акцент на этом, потому что современное фигурное катание уходит в какие-то трюки определенные, да, Сложные и прыжки. Сложные прыжки, сложные заходы. Это все прекрасно, но ведь фигурное катание, как бы фундамент, это фигурное катание. Катание на льду, умение владеть коньком. Она это умеет. Потрясающая программа. Все равно, мне кажется, не по возрасту она хороша, эта программа. И так уверенно она себя чувствует. Практически идентичный результат у нее и у Елизаветы Куликовой. 67-63. Плотная борьба. Одна из ключевых дебютанток сезона Алиса Двоеглазова из школы Этери Тутберидзе. Множество призов в юниорском катании, четверные прыжки, невероятно артистичные программы. Уже на контрольных прокатах в сентябре и на турнире Панина Коломенкина все пристально наблюдали за Алисой. Надо сказать, от этого пристального внимания даже взрослому может быть не по себе. Именно нервами спортсменка объяснила срыв сложнейших элементов в прокате на том турнире. А сегодня все мы ждем от нее прежде всего чистого катания. Короткая программа под популярную композицию «Последний танец» французской певицы Индила. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour
явно лидер. Какое же удовольствие было сейчас в завершении коротких программ благодаря катанию Алисы Двоеглазовой. Я понимаю, что это не очень хорошее слово в фигурном катании, но вот она этот двойной аксель, прям как бабочка порхнула. Вы видели? Так, пум, и легко. Но я бы продлил полетела. твою мысль. Она как бабочка порхала здесь на протяжении всего танца. Это действительно не программа, а это был танец. Да, и прыжки настолько классно вплетены в общий рисунок программы, что они вот там и должны были быть. И множество находок этих таких вот классненьких штришков, вот этот поворот головы, там какие-то движения в дорожке. А Это как так с судьями она ценно. кокетничала. Да. А дорожка шагов 4-го уровня, Да, Миш. и мы не можем не улыбнуться этому факту. Умеет владеть коньком, умеет владеть своими эмоциями и умеет владеть настроением публики. Это очень важно, потому что это настроение, которое передается не только зрителю, но еще то же самое настроение передается и судьям. Вот сейчас как раз на ваших экранах двойной аксель, о котором Василий говорил, что это было настолько легко и изящно, Как что пушинка. Да, как пушинка. И здесь, конечно, даже рядом вопросов не стояло о том, докручены элементы или нет. Мы знаем прекрасно, что Алиса владеет многими элементами ультра-си, и в том числе четверным луцем. Но сейчас короткая вот тройной каскад с тройным тулупом. И ставка на чистый прокат сыграла. Как мы Сегодня действительно и проговаривали. ей и не нужно было делать какие-то суперсложные вещи для того, чтобы... Но они в любом случае присутствовали. И вы знаете, что любой музыкальный акцент был обыгран именно каким-то определенным движением. И вот после «Пейте, это любовь», да, мы любим тебя также, Алиса. За одни только технические элементы она набирает практически столько же, сколько спортсменки в завершении турнира таблицы. Алиса Двоеглазова 72-70. Опережение ближайшей соперницы на 5 баллов. И это было великолепно. Мы можем говорить мы можем говорить о том, что, конечно, Алиса приехала сюда как явный фаворит. Но для того, чтобы действительно выиграть турнир, нужно доказать это лидерство своим выступлением. Да, это уже соревнование по-взрослому. И завтра в произвольной программе мы будем наслаждаться этой борьбой. А сейчас олимпийский чемпион Максим Троньков, Кисенкрай, будет разговаривать с лидером этих соревнований. Прекрасной и несравненной. Завершились короткие программы у женщин на Гран-при, на втором этапе Гран-при России в Красноярске. Победителем в этой схватке сильнейших девушек вышла сегодня Алиса Двоеглазова с классным прокатом, с чистой короткой программой, с чем мы ее и поздравляем. Алиса, ну с какими мыслями ты сегодня покидала лед? Покидала с какими-то положительными эмоциями, с мыслями, естественно, по прокату. Уже отметила себе, что и как, где немножко нужно было, наверное, поспокойнее пойти, потому что здесь такой лед, он прям подкидывает меня на тройных прыжках, прям, можно сказать, выкидывал, и я там что-то себя пыталась словить. Вот, но Это, так, наверное, помогает в четверных на тренировках? ну, в целом, я думаю, да, сегодня утром это помогало, в четверных конкретно. Тебе самой сегодня все понравилось в твоем катании? Да, мне все понравилось. Конечно, есть тоже маленькие, прям совсем маленькие недочетики, но это все придет обязательно. С какими словами тебя встретил после проката Сергей Викторович? Ну, наверное, можно сказать, я вышла и начала ему говорить, что я себя ловила в каждом прыжке из-за того, что меня выбрасывало. А так тоже обсудили вот как раз эти маленькие какие-то недочетики. Вот, и в целом с положительными. Для тебя это дебют на взрослом уровне, на турнире такого ранга. Расскажи, что было самым сложным при переходе из юниоров во взрослые? Самым сложным? Ну, конкретно в переходе, мне кажется, ничего сложного нет. Естественно, есть большая ответственность, чем в юниорах. А так, наоборот, я очень долго этого ждала.
Да, ты весь прошлый сезон хотела уже выступать по взрослым. Вот, наконец, это случилось. Нравится? Конечно, очень. Я даже читала интервью Соня Дзепко. Вот она сейчас выиграла здесь этап. И она говорит, я тоже хочу во взрослой. Я ее очень прекрасно понимаю. Ну, мы бы тоже очень хотели, чтобы София выступила по взрослым здесь тоже. И, может быть, вы бы с ней там закусились произвольно с четверными. Ну, мы с ней вообще в очень теплых отношениях, да. И, ну, как я уже поняла, всему свое время. После короткой программы ты лидер, тебе это помогает или наоборот это лишнее давление перед произвольной? Ну, конечно, есть давление и, наверное, все равно вот я должна как бы выходить, и я все равно кайфую от того, что я лидер после короткой программы. Есть такой некий уже как бы запасик, вот, и он придает уверенности. Ну, расскажи, как ты восстанавливаешься? Все-таки нервы тратятся и в короткой тоже, и силы. Как ты восстанавливаешься? Может быть, у тебя есть какие-то традиции? Как ты подводишь себя к произвольной? Ну, сначала я заминаюсь, тянусь, наверное, потому что все мышцы, естественно, нужно потянуть после сильного напряга. А потом просто, вот, наверное, в положении лежа восстанавливаюсь. Расскажи немного о своей произвольной программе. Чем ты готовишь удивлять нас завтра? Что ждать зрителю? Ждать хорошего настроения, в первую очередь. Программа очень заводная, и будет риск. Ну, там уже будем решать завтра на тренировке с Сергеем Викторовичем, что конкретно я буду выполнять именно из элементов Элит России. Но пока держим в уме 3 четверных. Держим в уме, да. Держим в уме и 4, вот, но, наверное, базовый минимум, который я должна завтра выполнить, это, я не знаю, это уже мечта моя организовать четверной луз, потому что я из года в год начинаю его ловить на каждом соревновании. Ну что ж, я не смею тебя задерживать. Отдыхай, готовься к произвольной программе. Сегодня блестяще каталась. Мы ждем тебя здесь же завтра на интервью. Ну а мы продолжаем наш эфир. Совсем скоро мужчины выйдут на этот лед, и уже короткие программы будут разыграны среди них. Ну а мы с Элисой прощаемся на сегодня. Вы, дорогие зрители, оставайтесь с нами и смотрите фигурное катание на Первом канале.
Сервика. Официальный партнер соревнований Сервика – крупнейшая дистрибьюторская и логистическая компания Сибири и Дальнего Востока. АГАТ и Тенет. Партнер соревнований – официальный дилерский центр Тенет АГАТ на Котельниково. Компания АГАТ – ваш надежный партнер в мире автомобилей. Дымов. Компания «Дымов» – один из ведущих российских производителей мясной продукции. Компания «Дымов» – продукция из настоящего мяса. Лель. Питьевая вода «Лель» от чистого сердца природы. «Лель Спорт» удобно взять с собой на тренировку, в машину, в поход. Уважаемые зрители, через несколько минут на лед выйдут мужчины с короткой программой. Уважаемые зрители, мы напоминаем вам, что не разрешается видео и фотосъемка с использованием вспышки, поскольку это может привести к травме спортсмена. Разрешите представить официальных лиц
обслуживающих данный вид соревнований. Старший судья Владимир Захаров, Москва. Судейская бригада, судья номер 1 Елена Ушакова, Москва. Судья номер 2 Сергей Чемоданов, Московская область. Судья номер 3 Наталья Китаева, Москва. Судья номер 4 Светлана Ершова, Омск. Судья номер 5 Мария Казарина, Санкт-Петербург. Судья номер 6 Элина Вагнер, Сочи. Судья номер 7 Ольга Харчева, Самара. Техническая бригада, технический контролер Юлия Андреева, Москва. Технические специалисты Наталья Лебедева, Московская область. Наталья Митюшина, Москва. На лед приглашаются участники первой разминки. Василий Бараховский, Минск. Дамир Черепко, Краснодарский край. Тимофей Шелковников, Московская область. Михаил Полянский, Санкт-Петербург. Данил Федосимов, Санкт-Петербург. Матвей Ветлугин, Санкт-Петербург. Разрешена разминка. На этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске продолжаются соревнования, и черед настал мужского одиночного катания. 15 спортсменов. Будут выступать на этих соревнованиях. Сегодня мы увидим короткие программы. Прокомментируют для вас эти программы Алексей Ягудин, Михаил Коляда и Василий Соловьев. Всем привет. Добрый день. Рады приветствовать вновь у телеэкранов всех тех людей, для кого фигурное катание — это не просто вид спорта, а что-то более возвышенное, сказочное. И сейчас с большим удовольствием, конечно, мы прокомментируем мужские также короткие программы. На ваших экранах Олег Васильев, олимпийский чемпион в парном катании. Кстати, единственный олимпийский чемпион, который является тренером олимпийских чемпионов. Это я так плавно подвожу к тому, что у моей супруги, олимпийской чемпионки Танюши Татьмяниной, день рождения. Олег Васильев здесь выводит на лед Василия Бараховского из Белоруссии. Спортсмен будет выступать вне конкурса в короткой и произвольной программе, получит оценки, но в зачет эти оценки не пойдут, только зрители смогут насладиться этим катанием. Ну, впереди нас ждет очередная борьба за пьедестал. И, конечно, за самые высокие позиции в эти дни сразятся и Григорий Федоров. Мы его, кстати, так же, как и Николая Угожаева, наблюдали на прошлой неделе в Магнитогорске. Но на пьедестал, конечно, рвутся и Матвей Ветлугин, и Андрей Мазалев, и, конечно, Даниил Самсонов.
Вторым в этой группе участников будет кататься Дамир Чирипко. Тренируется в Сочи, в школе, которую возглавляет Алексей Урманов. Вслед за ним Тимофей Шелковников, представляющий Академию Плющенко. Михаил Полянский представляет Санкт-Петербург, где тренируется в группе Евгения Рукавицына. Еще один ученик Евгения Рукавицына, Михаил Полянский, представляет спортивный клуб Тамары Москвиной. Победитель первенства Санкт-Петербурга, всероссийских соревнований на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Данил Федосимов из Академии фигурного катания. Также тренируется у Валентины Чеботаревой. Для своей короткой программы Данил выбрал композицию «Мьюз». Учится в университете имени Эдгара тренера. Есть младшая сестра Полина, которая занимается в художественной школе. Данил мечтает путешествовать по всему миру. Продолжается 6-минутная разминка. Просто россыпь элементов ультра-си сейчас происходит на ледовом покрытии. Да, конечно, много-много ошибок сейчас, но мы все надеемся, что как раз в нужный момент все соберутся. Да, потому что по соревнованиям девушек 6-минутная разминка, как мы поняли, ничего не значит вообще. В предыдущем сезоне отметился бронзой на Гран-при в Казани. В этом сезоне В этой разминке, конечно, акцент можно уделить Матвею Ветлугину. Как молоды мы были. Прекрасная короткая программа, которая трогает, я думаю, что абсолютно каждого, кто смотрел ее. И вживую в том числе. Артист на льду. Но мы понимаем, что одним артистизмом невозможно подняться на высшие ступеньки пьедестала. Но у Матвея есть абсолютно все, что может позволить ему и быть в лидерах. Очень неспешно парни разминаются, вот так прям вот вышли, почувствовали свои силы, там проверили какие-то моменты, и все. И на этом разминка как бы закончена. Все едут, просто скользят, чувствуют конек и не тратят силы. Прекрасный Михаил Полянский сейчас прям продемонстрировал четверной луц. Очень хорошее у него, мощное, раскатистое катание. Очень хорошей скорости, прекрасно владеет коньком. 6-минутная разминка уже завершена. И первому открывать спортсмену из Республики Беларусь. Как мы говорили ранее, его прокат не пойдет в общий зачет. Василий Браховский как раз на ваших экранах. Кататься он будет под композицию Depeche Mode Personal Jesus. Reach out, touch faith.
Немного вальяжным образом сейчас прошел этот прокат короткой программы. Прекраснейший четверной тулуп был исполнен во время 6-минутной разминки. И так концентрированно подходил он к исполнению этого элемента ультраси. Но, к сожалению, уже выехал, уже стоял на выездной ноге. Но, к сожалению, нога вот так соскочила с ребра и случилось падение. В общем и целом, опять же говорю, вот этот стиль, он такой должен вовлекать зрителя. Но, вот, мне кажется, до конца не случилось этой связи. До конца не случилось, но с самого начала публика поддерживала Василия. И я все-таки не согласен с вами, Алексей, по поводу четверного тулупа, потому что изначально в момент отталкивания было понятно, что он его не сделает. Вот сейчас. И где тебе, Миш, понятно было? Вот, смотри, хороший пролет. Вот, все, выезд, и вот, к сожалению. Нет, у него слишком сильно была левая нога, как бы так называемой балалайки. Ну, тогда у меня вопрос, и начну атаку. Да, почему двойной аксель? А это вот надо вопрос задать как раз Василию, потому что, да, и Аликимычу, и Василию. Вот здесь проскочила нога. Спасал. Спасал, да. Спасал каскад во второй части. Тройной тулуп должен был быть, но, к сожалению, только 2-3. Ну и мы во время женских одиночных коротких программ уже говорили о том, что если не получается какой-то прыжок, двойной не идет в зачет. И Вася сейчас попробовал спасти эту ситуацию, понимая, что 2-2 или просто соло Луц не пойдет в зачет, поэтому постарался присоединить тройной тулуп. Ну, видите, по эмоциям сразу после выступления, что не очень довольны своим катанием на данный момент. Белорусский спортсмен на квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм, к сожалению, не смог использовать свою квоту, хотя у него был нейтральный статус, поэтому не будет представлена Белоруссия в одиночном катании мужском. Да. А вот в женском будет. Мы видели, как в Пекине выступала Сафонова. И, собственно, в шаге от пьедестала, по-моему, остановился. Василий набирает 56-54. Могло быть больше. Официальную часть соревнований мужчин-одиночников открывает Дамир Чирипко, сочинская школа фигурного катания, работающая под руководством олимпийского чемпиона Алексея Урманова. Тренируют Дамира Ксения Желепинайта и Юрий Котов. Музыка была написана для документального фильма о птичках, но полюбилась фигуристам, которые частенько ее используют в своих постановках. Как, например, Адам Риппан или вот Дамир Чирипко.
Чистым катанием Дамир Черивко открывает эти соревнования таким четверным тулупом, что мы тут аж Как глаза будто- раскрыли. как будто он бы гвоздь через вбил. нас как будто перепрыгнул. Такой высокий, но да, жестковато приземление. И все-таки прав Михаил, говоря о том, что 6-минутная разминка или многочисленные тренировки не являются показателем того, в какой форме находится в данный момент спортсмен. Самое главное — выйти в нужный момент и покорить этот страх. В данный момент мы увидели, и мы зачастую используем это слово, как он тащил все эти элементы. Да, действительно было такое ощущение, как будто он немножечко был не в ногах и тащил эти сложные прыжки. Но он совершенно уникальный спортсмен, и от года к году он растет, и видно, как и презентация, и хореография. Вот эти все компоненты, они немножечко подрастают. И немного удивляет его эмоции сразу после выполнения короткой программы. Казалось бы, да, все элементы сделаны. И вот сейчас мы видим вот этот, кстати, хорошо, практически безупречно. Очень хорошо. Даже Прям не почти. вышел Вот. свечкой, и вот здесь, в этом чуть-чуть моменте, присел. пришлось ему дотащить, дожать, чтобы выехать и получить, кстати, очень даже приличные плюсы. И вот Тройной смотрите, аксель. тройной аксель со сложного захода. И Тоже вновь. такой немножко воткнулся на выезде. Но показал, да, Чистый я был. сделал. И во второй части тройной луц, тройной тулуп. Смотрите, практически с места. Но оба чисто. Оба чисто все сделано. И хочется отметить, конечно, его вращательные элементы. Они практически на 3-й, на 4-й уровень все сделаны. И абсолютно были сложные входы Вот в сейчас эти нам вращательные показывают элементы. Владение коньком. Владение коньком, дорожка. Но, к сожалению, дорожку судьи оценивают только лишь 2-го уровня. Мы все переживали за заключительное вращение. Успеет, не успеет докрутить. под Время музыку, да. кончалось. Но он 4-й уровень докрутил, получил баллы. 77-10 для Дамира Черивки. Соревнования продолжает. С 6 лет в Красноярске занимался фигурным катанием Тимофей Шелковников со своим братом-двойняшкой Дмитрием. Сейчас он тренируется в школе Ангелы Плющенко. Не только у Евгения Викторовича, но и у Дмитрия Михайлова и Артема Значкова. Техничный спортсмен. Ну, стоит ли говорить, что он тоже собирается исполнить четверной тулуп, так как все фигуристы на этом турнире таковыми владеют. Смотрите внимательно. Fortuna, velut luna, stato variabilis, semper crescis, after crescis, vitare te stabilis, nunc durats, tum curats, lutum mentis aciem. Gestatem, potestatem, dissolvitur glacia. Forsi manis, et inanis, rotatu volubilis, status malus, vana salus, semper dissolubilis. Gestatem,
Сложилось такое впечатление, что именно под конец короткой программы Тимофей разошелся и начал действительно показывать то, ради чего он здесь присутствует. Вообще, помимо всего, Кармина Бурана — это такой стиль, который характеризуется мощным гипнотическим ритмом. Гипноз как бы был, но, к сожалению, элементы пострадали. Очень огромное количество как раз этих самых элементов вы, дорогие друзья, не видите, а у нас они все под знаком вопроса. Сейчас будем смотреть замедленные повторы и разбираться, что было сделано не так. Но очевидно, что, конечно, и не было тройного акселя, был всего лишь двойной. Мы видим по реакции сейчас спортсмена, что, конечно, и вот это самое первое падение с первого элемента, недокрученного четверного тулупа, это было лишь начало. Да, было видно, что это его очень сильно подкосило, и он как-то не мог отпустить эту всю ситуацию до самого финала. Но вот в дорожке шагов он раскрылся, но все равно как-то не полностью. То есть было такое ощущение, как будто он отдельно, музыка отдельно. Именно вот по ходу всей программы. А в дорожке, да, вот он постарался. Но сейчас давайте обратим ваше внимание на четверной тулуп. Недокрут. Явный недокрут был виден. И не очень плотная группировка в воздухе. Дети реагируют. Да, в зале. И мы точно двойной. так же ведь расстраиваемся. Конечно. И так же вот по столу топаем, хлопаем. Но во второй части тройной луц. И вот здесь он настолько сильно затормозил после первого прыжка, что только лишь двойной тулуп. Да, вес тела оказался. Здесь, если бы он пошел в тройной, он бы с большей вероятностью упал. А он решил не рисковать. Он как бы зарылся в лед, потому что вес тела остался впереди. И когда ты приземляешься, в основном приземления идут на переднюю часть лезвия, на зубец. И как раз вот этот зубец и вонзился в красноярский лед. Иногда перебарщивают спортсмены, и получается вот такие ситуации. Красноярский лед, который для него должен быть родным. Хотел, наверное, выступить очень хорошо здесь. Может быть, даже слишком сильно хотел уехать и красиво откататься. Ну и правда, уважаемые зрители, порой эмоции, и пусть ты готов на все 1000%, но эмоции захлестывают тебя. И, казалось бы, простые совсем элементы, но они не получаются. И просто ты разваливаешься во время проката. Кстати, были еще и соединительные шаги между определенными элементами, в которых терял равновесие Тимофей. Ну, хотя это уже второй сезон по взрослым у Тимофея. Но все равно как-то, вот, видимо, домашние стены сегодня на него слишком сильно надавили. И он сам от себя ожидал, и это было видно, что хотел выдать максимум. Задержка по судейским оценкам связана с тем, что пересматривают вращение. Недостаточная позиция была, одной позиции было недостаточно, и понизили оценку за первое вращение. Таким образом, 54 балла он набирает. Это, конечно же, немного, и он качает головой. Второе место. Михаил Полянский из Санкт-Петербурга на льду Красноярска. Тренируется у Евгения Рукавицына под композицию «Смайл» Джона Барри. Короткую программу этому фигуристу поставил Дмитрий Лапшин. Очень опытный специалист, объехавший весь мир не только в качестве спортсмена, но и артиста балетов Тарасовой, Бобрина, Авербуха, Бережной. Пусть эта программа прозвучит в полную силу. Удачи спортсмену! Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you.
If you smile through your feelings, sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Мне стоит лишь транслировать те эмоции, которые выдавал Михаил Коляда. Красавчик. Мы оба вместе с Мишей сказали: вау, от этого супер первого прыжка четверного Луции. Вы знаете, до этого мы комментировали выступление Тимофея, мы говорили об этом гипнозе, который, по идее, должен присутствовать. Вот здесь гипноз был. Джон Берри, смайл. Ну, действительно, вот мы сейчас, Валентин Молотов, Евгений Рукавицын на ваших экранах улыбаются. Действительно, эти как раз улыбки своим катанием и заслуживает Миша. А ведь у меня есть такая информация, что Михаила звали неоднократно в пары, но нет, он доказывает в очередной раз, что он классный одиночник. Ну, пусть и высокий, но классный. Я думаю, что еще его последнее слово не сказано в одиночном мужском катании. Ну, действительно, загипнотизировал и в какой-то степени даже и удивил. У меня, правда, очень хорошее впечатление осталось от сегодняшней утренней тренировки. Он такой раскатистое катание показывал. Да, очень вот. широкое такое. Вот, посмотрите, какая высота. Вау. А вот все равно судьи находят там недокрутик, и да, он действительно там присутствовал. И, вы знаете, казалось бы, с такой высотой, с таким пролетом, какой недокрут. Но вот такое мягкое, кошачье приземление, но вот, к сожалению, чуть-чуть недокрут. Но здесь вопросов нет. Хотя мы с Мишей прям вздрогнули, когда заходил спортсмен на этот прыжок, потому что так качнуло его. Да, в момент отталкивания он пошел как бы не влево, туда, куда надо было, по идее, по кругу пойти, а он пошел немножко вправо. И, честно говоря, на разминке я видел, как его прям сильно штормило, и он спасал всячески. Но в короткой программе и вот это, посмотрите, почему я акцентирую. Обычно прыгают один бедуинский, его обычно по одной штуке показывают. Да? Это как усиление дорожки шагов, а здесь прямо два. И народ, вы знаете, зрители прекрасно понимают всю сложность того, что демонстрируют спортсмены. Бедуинский такая хорошая, добрая классика. Нетленочка. Михаил Полянский получает 86 баллов и на данный момент лидирует. Короткую программу представляет Данил Федосимов. У Валентины Чеботаревой тренируется в Санкт-Петербурге Данил Федосимов. В его короткой программе прозвучит песня «Мьюз. Восстание», посвященная свободе и непокорности. Только двойной аксель исполняет в короткой Данил, что постарается компенсировать выполнением четверного каскада тулупов, первым из участников сегодняшнего турнира.
Жаль, что вот так, после такого шикарнейшего четверного тулупа и тройного тулупа в самом начале программы, конечно, не получилось практически ничего. В дальнейшем, за исключением, конечно, и дорожки шагов, и, в принципе, хорошие, очень вращательные элементы. Да, Данила, я знаю, можно сказать, с малых лет, потому что мы в одной группе катались у Валентины Михайловны Чеботаревой, и я видел его шаги, как он рос, как спортсмен. И сегодня все-таки хочется его немножечко пожурить. Мне не хватило хореографии, мне не хватило подачи. И здесь такое по сравнению, опять же, да, все познается в сравнении. Вот давайте для начала то, что получилось практически идеально. Посмотрите, какая высота с руками наверх. Да, очень эффектный прыжок. Но мало было хода, и вот здесь второй ножкой он, конечно, подцепил, и плюс небольшой недокрутик. И все-таки сделал 4-3, а не 4-2. И пошел затем на риск. А дальше мы с Алексеем переглянулись, потому что на самом деле вообще заход выглядел, как будто он идет на тройной. То есть настолько спокойно, что не было понятно, что сейчас перед нами будет попытка четверного. И вот, к сожалению, двойной аксель тоже с ошибкой. Такое часто бывает, когда спортсмены начинают изучать четверные и тройные прыжки, и вот двойные, поэтому с такими ошибками, причем, казалось бы, нелепыми. Видишь, в заявке был, да, это каскад 4-3 в самом начале, потом стоял как раз двойной аксель, где на этом месте попробовал Данил прыгнуть четверной сальто, но совсем не было скорости, и, соответственно, как продолжение этого процесса не было и высоты, и двойной такой недокрут, а полоборота. Полоборот даже падение. больше, мне кажется, да. И ритм немножко другой. Вот, опять же, про сравнение, да, вот Миша Полянский, такое раскатистое движение. Здесь ритм музыкальный, он дает так раз, два, три, четыре. То есть более должно быть все резко выполнено. Ну, Данил так сдержанно немножко сегодня подавал свою программу. Хотя Мьюз, да, такая группа, которая дает очень много кислорода, такой воздух, объем дает. Но вот здесь, к сожалению, чуть зажался. Но я лишь могу винить сорванные элементы. Причиной того, что вот не было как раз этого объема. Ну, причин может быть много. Мы пожелаем лишь удачи. Конечно. Данил получает 62 балла и 16 сотых. Это на данный момент третий результат. Выступление первой группы завершает... Призер этапа Гран-при прошлого сезона Матвей Ветлугин выходит на лед Красноярска. Здесь в самом разгаре соревнований Гран-при России. Потомственный спортсмен катается под ностальгическое пение голосистого азербайджанца Юсифа Ивазова. Поет он мощно, не отнять. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя.
уходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Ничто на земле не проходит бесследно. Безусловно, и эта короткая программа не пройдет бесследно, если мы говорим об оценках, которые мы услышим, увидим буквально через какие-то мгновения. Первый тайм, он, да, отыгран сегодня не очень хорошо. Пока, можно так сказать, хоккейным сленгом, пока мы проигрываем, но впереди произвольная программа. Надеюсь, что он соберется. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках ТЭП-банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, ТЭП-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Матвей каждый раз катается вот прям вот до мурашек, до дрожи. И это все чувствуется настолько искренне, он это все переживает и передает зрителям. И вот посмотрите, сейчас стартовый тройной аксель. И просто... Опять корпус. Как он упал! Я подумал, что это... Вот он сейчас встанет, и что он будет делать? Но все-таки ну потом и первая попытался фраза, да, собраться. Миш, твоя. Что, как он сейчас будет собираться на четверной луц, Да. который он идеально исполнял На сегодня. тренировках он просто вот как орешки его щелкал. Но потом получилось перекроить программу, и Матвею пришлось сделать тройной флип, двойной ридбергер во второй части. По хореографии, очень конечно, да, по эмоциям нет вопросов, и никогда, собственно, их и не возникало. Настоящий артист на льду умеет дотронуться до определенных клеточек нашего организма. Да, он это может, но вот, к сожалению, прыжковая часть очень часто подводит этого талантливого фигуриста. Ой, Сжимается только от таких удачи в падений произвольной. Внутри, глядя на эти соревнования. Очень поддерживает его тренер Евгений Рукавицын. Прям вот так, очень крепко и по-мужски. И мы поддерживаем, чтобы в произвольной все обязательно получилось, потому что он умеет все. Все, что заявляет, он все умеет. к сожалению, это жизнь, это спортивная жизнь. И порой ты умеешь многое, а получается вот так. Наверняка понимает тренер, что вот какая схема поддержки для этого спортсмена сейчас важнее, потому что он видит, как он работает, как он тренируется. Мы-то видим только то, что да, вершина айсберга сейчас, прямо здесь. Мы, зрители, по телевизору и на стадионе. А там внутри, конечно, идет глубокая борьба. Ну, не было шансов вот заходить на четверной луц после такого падения, да? Нет, шансы есть всегда. зайти. Шансы есть всегда, понял. Но не всегда выйти, да. Все, понял. Матвей Ветлугин набирает 68,21. Третий результат на данный момент. На лед приглашаются участники второй разминки. Александр Мельников, Москва. Андрей Мазалев, Москва. Григорий Федоров, Москва. Илья Строганов, Санкт-Петербург. Даниил Самсонов, Москва. Николай Угожаев, Санкт-Петербург. Разрешена разминка. Следующая группа участников на льду. Еще
техничнее, еще интереснее. Каждый состав каждой группы таит в себе что-то такое, зачем обязательно пристально нужно следить. Не только тем, кто по своей должности обязан это делать, как судьи, технические специалисты, но и зрителям, которые делают это для удовольствия. Конечно, удовольствие бывает разным. Иногда вот эти американские горки, которые зрители испытывают даже из-за падения спортсмена, они тоже определенным образом доставляют, ну, такое странное, но удовольствие, потому что ты переживаешь, ты сопереживаешь человеку, у тебя рождаются какие-то эмоции, которых, ну, в обычной жизни, может быть, ты и не испытываешь. И вот в этом сострадании, может быть, даже ты становишься лучше и чище. И вы знаете, очень сложно в это поверить, но да, уже очередная шестерка сейчас находится на льду Красноярского льда. Напоминаем, это второй этап Гран-при, чемпионской серии Гран-при России. Но все равно вот эти эмоции, которые, к сожалению, остались после выступления Матвея, они не уходят. Сердце бьется, такое ощущение, что ты что-то сейчас, ты выходил на лед, и у тебя что-то не получилось. Это волнение за тех спортсменов, которые являются просто частью нашей фигурно-катательной семьи. В этой группе принимает участие Александр Мельников. И вы видели его и его тренера Евгения Власова возле бортика. Вслед за ним будет кататься Андрей Мазалев и его тренер Сергей Дудаков на ваших экранах. Очень мощные спортсмены, претенденты на лидерство. Григорий Федоров – это уже, в свою очередь, школа «Наши надежды», где руководит Светлана Владимировна Соколовская. Очень, кстати, интересный спортсмен. Он, как немногие спортсмены, вот для меня лично вызывает всегда улыбки, но не потому, что это что-то смешно, а он просто человек симпатия. Он очень дружелюбный, он любит юморить, шутить и общаться. Я бы сказал, даже обаятельный позер. Вот, да. На турнире в Магнитогорске всего лишь 0,2 балла ему не хватило для того, чтобы победить Марка Кондратюка. Там была вот прям такая в притирочку борьба. Есть у меня, честно говоря, подозрение, что и здесь все будет в притирочку. Все такое нервное, все так далеко по часовым поясам от тех мест, где эти спортсмены изначально тренируются. Все это акклиматизация, все это волнение, переезды. Но зато накал страстей бесценный. Вслед за ним Илья Строганов катается. Это звездный лед, Санкт-Петербург. Его тренеры Анна Фетисова и Ирина Севастьянова. Серебряный призер Кубка Санкт-Петербурга. Там уступил Матвею Ветлугину, выиграв произвольную программу с результатом 172 балла. То есть между каждым и каждым из этих спортсменов вот существует какая-то линия взаимоотношений, они встречаются на тех турнирах, на тех, и всегда практически это непредсказуемо. Вот. Даниил Самсонов, 20-летний спортсмен, также со льда «Наши надежды». Тоже очень интересный спортсмен. И, кстати, также, когда он на льду, если у него правда все получается, то это настоящие, очень глубокие истории. Был призером финала Гран-при в свое время. И как вот здесь на стадионе интересные факты зачитывают, мы их тоже знаем. То, что семья у него спортивная, то, что благодаря сестре он оказался на льду. Именно она его привела и поставила на коньки. Все это очень приятные семейные истории, которые здесь на стадионе теперь тоже все знают и знают, за кого они лично переживают. Ну, если это, конечно, не профессиональные болельщики, которые знают вообще все. Даже больше, чем мы. Сейчас очень интересная такая история произошла во время раскатки, когда арбитр представил одного из участников этой разминки, Николая Угожаева, и он, как бы предвосхищая это представление,
представление, прям поднял руку и поприветствовал зрителей. Вот такой уже, как говорится, контакт устанавливает с теми, кто находится в этой прекрасной, очень уютной арене «Кристалл». Наверное, Николай, как никто, может себе позволить вот так установить этот контакт, потому что он катается в этой группе последним, то есть у него еще будет целых, сколько там, полчаса для того, минут чтобы 30 где-то будет, да. прийти в себя и настроиться, а сейчас даже можно немножко и на публику поиграть, потому что если вот тот, кто первым будет кататься, будет сейчас в публике раскланиваться, это может немножечко сбить настроение. Да, то есть разница между спортсменами, которым предстоит открывать и закрывать, состоит в том, что для первого спортсмена нужно быстрее размяться для того, чтобы иметь хотя бы полминутки, отдохнуть и дальше уже, как говорится, ринуться в бой. А тот, кто закрывает эту разминку, есть возможность до последней секунды работать, и потом уже в коридорах, в фойе Ледового дворца немножко передохнуть. Ну что ж, да, завершается 6-минутная разминка. Очень неудивительно интересным получается этот старт. Понятно, что ни один старт не похож на предыдущий. Вот в данный момент Андрей Мазалев продолжает штурмовать четверной Сальхов. Интересный очень спортсмен, но сейчас вот все, 6-минутная разминка закончена, и вот это таинство продолжается. Выступление второй группы открывает... Медалист турнира на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, всероссийских соревнований «Мордовские узоры», турнира памяти Павла Ромаровского в Челябинске Александр Мельников на льду. Тренируется он у Виктории Буцаевой и Евгения Власова на стадионе «Москвич». Легкая для восприятия, но сложная в исполнении короткая программа. Ведь там тоже четверной Луц. Always late. Anytime we have a date, but I love her. I'm gonna ask her. Is you is or is you ain't my baby? Way you acting lately makes me down. Is still my baby, baby. Seems my flame in your heart's done gone out.
праздничная абсолютно программа, которой можно, отмечать какие-то выдающиеся национальные праздники, я считаю. И если бы еще вытянуть до конца все эти элементы, вообще был бы феерия. Ну, сейчас прям какой-то драйв, прям и правда хотелось танцевать, и как-то прям, как говорили, как будто выброситься на лед игрушкой, или просто дать ему побольше энергии, еще больше. Да куда же еще больше-то? Он не только нас завел, но и публика его очень сильно поддерживала. И мы видим на протяжении нескольких сезонов рост Александра. И в этом году прекрасно подобранная короткая программа ему прям подходит. Слушайте, для меня не только Брюс Уиллис, это крепкий орешек, а теперь еще и Александр. Вы бы только видели, какое падение прямо перед нашей комментаторской позицией было с четверного Луца, но вытащил, хоть и без помарка, а вот это прям тоже в нескольких метрах как от раз нас. Напротив комментаторской позиции он этот аксель тащил, что называется, из последних. На зубах, но все равно сделал. И 4-3, тулуп-тулуп во второй части на плюсы, и он получил за него целых 16,4 балла. Я думаю, что даже не все поняли, что это было 4-3 во второй половине программы. Да, буквально бедуинский, но голова была в нескольких сантиметрах от льда. И выглядело это очень эффектно. Ну и вы знаете, такой яркий костюм и такое порой, может быть, ошибочное мнение, что что-то такое непонятное сейчас будет происходить, но мне кажется, абсолютно в тему, под стать тому драйву, который был присущ этой программе. Хорошие уровни на всех элементах, и он получает 83-12. Это на 3 балла меньше, чем у Полянского. Таким образом, он ему пока уступает. Ученик школы «Хрустальный» Андрей Мазалев. Мощный спортсмен, некогда выигравший чемпионат мира среди юниоров и юношеские Олимпийские игры, призер чемпионата России. Самый опытный здесь. Андрей выступал даже на Олимпийских играх. Собирается зажигать публику под композицию Backstreet Boys с прямым указанием к действию. Everything in
уже от этой сентенции даже устали, что ну вот же, и он может дать праздник, и у него нет тех прыжков, которые могут позволить дать этот праздник до конца. Все равно Андрей, конечно, зажигал невероятно. Публика визжала и свистела на каждое его движение. Очень его любят зрители. Ну, во-первых, еще и Backstreet Boys, естественно, эта группа знакома, мне кажется, абсолютно каждому, кто сейчас находится здесь, в Ледовом дворце. И прекрасный танцор на льду, правда, Андрей Мазалев. Мы видели, как прекраснейшим образом он выступил на одном из турниров. На Панина он выступил, он набрал 96 за короткую программу и там лидировал очень уверенно. И в этом году мне понравилась его программа, потому что это был достаточно смелый ход выбрать нетипичную для себя музыку для короткой программы. Но стартовый четверной сальхов тройной тулуп просто блестящий. Он получил 16-23. Больше, чем дальше... Александр Мельников за тулуп-тулуп во второй части программы. Но, к сожалению, на последующем прыжке четверной тулуп он просто так полетел. Вот насколько это можно себе представить, что он просто поторопился. Причем докрученный абсолютно четверной тулуп, хотя стоят недокрутный. Я больше за то, что недокручен был именно четверной сальхов в самом начале, небольшой кьюшечка. Но сейчас это не важно. То, что вот так начал. А аксель как тоже пролетел. Казалось бы, да, тройной прыжок. Да, самый сложный тройной, но все-таки тройной. И опять же, он просто не встал на ногу, нормально встал, чтобы удобно было прыгнуть с левой ноги на правую. То есть, что при исполнении четверного тулупа, что при исполнении тройного акселя, корпус был не над ногой, да, собственно, что послужило дальнейшему падению. Все вращение четвертого. Дорожка шагов. Дорожка третьего. Сумасшедший турнир, совершенно дикая короткая программа. И все то, что сегодня здесь на льду происходит. 75-77 результат Андрея Мазалева. Четвертый он сейчас. Еще один претендент на лидерство Григорий Федоров, также из Москвы, катается в школе «Наша надежда» у Светланы Соколовской. Уже размялся на турнире в Магнитогорске, где был в шаге от победы. Всего 0,2 он уступил тогда лидеру. Сейчас программа «Вивальди». Вивальди, качающий по-современному. Четверной флип сегодня, кстати, еще никто не заявлял.
Вот такая зима у нас в этот раз выдалась совершенно невероятная. Как правильно Миша заметил за кадром, это просто дикие американские горки, эмоциональные, когда мы уже вскакиваем аплодировать и тут же падаем, хватаясь за голову, не понимая, что вообще происходит. Вот этого и становится интереснее смотреть мужское интереснее, одиночное. это уж точно. Не, однозначно, мега талантливый спортсмен. Правда, владеющий и четверным луцем, и четверным флипом, и умеет увлечь за собой публику. Все, молодец. Но вот мы уже сейчас, правда, готовы были включить свои микрофоны и сказать «браво», «браво». Но вот просто вот даже сейчас разводит руками Гриша, говорит, просто каскад 3-3. А тренеры сегодня хватаются за голову просто каждые 2 минуты. Потому что все это делается 1000 раз еще в такой ситуации. Да, и казалось бы, после такого, можно сказать, фееричного начала четверной флип сделал. Очень глубоко опускает корпус перед началом, перед отталкиванием, но абсолютно выравнивается во время полета, что позволяет ему сделать абсолютно идеальный четверной Да, и вот флип. сейчас тройной аксель. Сейчас показывают только коньки. Я вот за кадром Алексею Гудину сказал, что для судей хороший, для зрителей хороший, для тренера плохой. А почему Я именно думаю, плохой? что именно вот следующий элемент совсем. Вот это уж точно плохой элемент. И все, и скорость была, и для него, для спортсмена Он настолько- такого ранга. И все, и старался тащить там из пистолетика, но, к сожалению, нет. Ну вот реакция, конечно. Да, а по поводу акселя, почему, собственно, плохой? А потому что он пошел, опять же, из круга. И если бы он набрал чуть больше скорости, прыгнул бы чуть выше, его бы очень сильно расколбасило. Но у него совершенно уникальный спортсмен. Ой. Ну, как будто сам, как будто ты вместе с ними выступаешь и хочешь всячески им помочь, но вот... 80,81 на 6 баллов меньше, чем у лидера Михаила Полянского, третий на данный момент. Я уже даже боюсь говорить. Еще один сильный спортсмен и претендент на самые высокие баллы. Илья Строганов. На Кубке Санкт-Петербурга он сражался с Ветлугиным и выиграл у него произвольную. Правда, уступил по сумме. Ну что ж, тем крепче надо кататься в короткой программе. Мрачная и напряженная фортепианная композиция турецкого автора Фазил Сайя. Такое настроение здесь сейчас. Everest ain't got no me. Mount Everest ain't got no me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. Watch the Dubai ain't got no me. You can touch the sky, but you ain't got no me.
I'm on top of the world. Ain't got no me. Ой, складывается ощущение, что никто не хочет просто вот занять лидирующую позицию после исполнения короткой программы. Полянский хотел. Полянский хотел. Полянский мне очень нравился. Да, очень сложно подобрать слова после такого проката Ильи Строганова. Мне кажется, что все-таки сбило его. И причем достаточно сильно. После того, как диктор объявил, что и на льду назвал его, сейчас. да, Данилом Самсоновым. Диктор на стадионе, да. И такая пауза возникла. И, собственно, Илья выждал того момента, когда диктор произнес все правильно. Да, но все равно этого не хватило, потому что вот такие вот мелкие, казалось бы, штучки, они достаточно сильно могут повлиять на настрой перед прокатом. Обидно то, что я понимаю, когда спортсмен не очень готов к турниру, когда не владеет определенным арсеналом сложнейших элементов, да, и разваливается программа, это одно дело. Но вот Илья как раз это вот противоположность. Все есть, четверной луз, четверной флип, но вот бабочка. Раскрылся, просто раскрылся. Так, в общем-то, все было хорошо, ровно. Но затем... Четверной Ридбергер. Просто фантастический четверной Ридбергер. Кстати, тащил, сложный. Да, очень сложный, необычный прыжок. И немногие его выполняют и в коротких, и в произвольных программах. Но затем во второй части программы аксель тройной должен был быть. Но опять здесь, раскрылся. Да, здесь тоже раскрылся. И, к сожалению, этот элемент будет оцениваться 0. И вы знаете, если, например, в других видах спорта, ну, например, я не знаю, метание копья, но я уже придумываю из головы, когда что-то не так, просто результат как бы не соответствует реальности. Но здесь фигурное катание — это все-таки сочетание не только техники, исполненных или неисполненных элементов, это все-таки и презентация. И, как вы понимаете, мы все живые люди, когда что-то идет не по плану, и сейчас мы видим на экранах и реакцию спортсмены сейчас, Киссинкрай, все это продолжается, то и сама программа разваливается. И впечатление, конечно, уже складывается абсолютно другое. Ну, молодой спортсмен, все-таки 17 лет, пусть и неоднократно выступавший на таких серьезных соревнованиях. Устал. И расстройство здесь, в Киссинкрай. Но вот решительно идти на прыжок и все-таки исполнять, даже падая, это все-таки хоть какие-то баллы приносит. А когда ты раскрываешь их в бабочку, здесь у нас прям 0. Потому что двойной луц не считается как, и одинарный как элемент. И одинарный аксель. 59 баллов. Короткую программу представляет Даниил Самсонов, Москва. Бронзовый призер финала Гран-при, победитель Кубка Первого канала Даниил Самсонов. Техничный, опытный, творческий. Работает со Светланой Соколовской и постановщиком Никитой Михайловым. Хочется пожелать этому спортсмену, чтобы все сложности в его карьере остались позади, и он нашел себя и свое лучшее катание. Лирическая программа о любви и поиске. I'm alone in a box of stone. When all is said and done,
as the wind blows to the east from the west. Onto this bed, my tears have their solemn rest. I'm lonely, alone in a box of stone. They claim to love me, but they're lying. My hope, 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 hope. My hope, 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 hope. Friends I have met, lovers slept and wept, promises to stay has never been kept. This bare truth of which most won't care. I hope you care. 'Cause I'll be lonely, alone in the books of my own. They claim to love me and be near me, but they are lying. I've been lonely, alone in the box of stone. And this is the place I now belong. It's my home, home, a home, 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 home. It's my home, 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 home. Ну, кстати, солидное катание у Даниила Самсонова. И, несмотря на срыв элементов, он как-то даже наиболее элегантно выглядел во всех этих проблемах, которые сегодня преследуют участников мужского одиночного катания. Да, вы знаете, прекрасный фигурист, какое скольжение, буквально один раз отталкивается и уже практически покрывает все ледовое пространство. Но вот срыв первого элемента, к сожалению, немножко смазал впечатление. И сейчас будем разбираться. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках ТЭП Банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, ТЭП Банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Да, очень подходит эта программа Даниилу Самсонову в этом сезоне. Но вот, к сожалению, Луц, он настолько пролетел мимо, что он не успел ни оттяжку сделать, ни паузу перед тем, как оттолкнуться, и поэтому, к сожалению, только двойной. Но после этого, видимо, вот это первичное волнение сошло, поскольку Даниил опытный спортсмен, он взял себя в руки и пошел дальше работать. И пошел не только дальше работать, но он понимает, что вначале стоял четверной лут с ранним тулупом. Соответственно, вообще просто получился двойной лут, который по нулям. Нужен каскад, поэтому дальше и последовал уже каскад из двух тройных. Знаете, по поводу того, вот ты говоришь, проскочил, да, как будто пролетел мимо. Отталкивание — это как порой на соревнованиях по легкой атлетике, когда прыгают тройной и так далее. Прыжки, вот они разбегаются и мажут с отталкиванием самым первым и просто пробегают по песку, то есть прыжка не получается. Собственно, здесь плюс-минус схожая ситуация. Но по программе, по презентации... Вообще нет вопросов. Да, просто нет замечательный вопросов. конек, отличные вращения. И позиции просто вращения. Желаем ему успехов, и не надо бежать на четверной луц. Надо все делать вот спокойно, степ-бай-степ. Бежать не надо, главное прыгать. За короткую программу Даниил Самсонов набирает... На 14 баллов меньше лидера Даниил Самсонов получил за свою короткую программу. Это 6-е место. А впереди только один спортсмен.
Выступление с короткой программой завершает Николай Угожаев. Благодаря выдающемуся техническому наполнению своей короткой программы Николай Угожаев являлся лидером турнира в Магнитогорске на прошедшей неделе. Удержать первое место в произвольной тогда не удалось, но все же надо признать, это было очень яркое выступление ученика Дмитрия Хромина и Николая Морошкина. Обратите внимание, он борется за каждый элемент, каждый уровень. Пусть и в компонентах сегодня он превзойдет себя. Ça fait longtemps que je parle d'eux, mais longtemps que je n'ai pas parlé d'eux. Moi, longtemps que l'enfant, moi, n'est pas venu me prendre par les deux mains. Mais qu'il est compliqué de parler d'eux, soit sans m'en faire tomber des perles dessus. Je monte le volume, je perds l'audition, comme si je ne voulais plus rien écouter. Le temps s'en est allé comme le matin. J'aurais aimé le suivre à la moto, retrouver la sensation d'illimité dans une étoile ou dans l'amitié. Mais j'ai peur de lever la tête et de m'apercevoir que le ciel est cassé. Je suis dans une sale équation, au sommet de ma tour seul et coincé. Et je me demande si c'est leur douleur que je vois dans les yeux des gens, ou est-ce que c'est la mienne qui s'y reflète quand la voix en moi me dérange. Et je me demande si au milieu de la foule, il n'y a que moi qui suis perdu. Et puis je croise un regard, et puis je vois bien que je suis pas le seul qui est perdu. Il suffit d'un seul regard, une seule seconde, une seule lumière, pour retrouver une place, voir un sens dans l'univers. Parti de chez moi si tôt pour ressentir la démesure et l'effroi. Ne vois pas sonder ce qu'il y a dans mon cœur afin d'en mesurer le froid. Je suis comme dans le verre corps sur les toits. Je crois que je suis devenu moi le jour où j'ai reconnu mes choix. Depuis j'erre comme une étoile. Qu'il est étrange ce repos du cerveau qui me permet de m'éloigner. Peut-être qu'il pourra me soigner. Les moments d'absence que je traverse, je te demande de ne pas t'en inquiéter. Le regard perdu quand tu me parles est une manière de mieux t'écouter. Qu'il est étrange ce repos du cerveau qui me permet de m'éloigner. Rejoindre les steppes et les pensées qui tiennent chaud, peut-être qu'il pourra me soigner. Au sommet de ma tour, l'impression que mes nuits durent des jours. J'y pense à chaque seconde, attiré par le monde, je voudrais en faire le tour. Au sommet de ma tour, l'impression de voir tout à contre-jour. J'y pense à chaque seconde, attiré par le monde, je voudrais en faire le tour. Au sommet de ma tour, l'impression que mes nuits durent des jours. J'y pense à chaque seconde, attiré par le monde, je voudrais en faire le tour. Au sommet de ma tour, l'impression de voir tout à contre-jour. J'y pense à chaque seconde, attiré par le monde, je voudrais en faire le tour. Все-таки это завершение на очень высокой ноте. И пусть не смущает то, что там был, как говорится, степ-аут из первого прыжка. Сложного, заявленного каскад-то он потом перенес. Но вот то, как он сегодня катался, лично я ощущал что-то большее, чем в Магнитогорске. Я не могу объяснить это словами. Какой-то большей насыщенность, драматизм. Программа выглядит действительно более накатанной, и от старта к старту мы будем наблюдать рост. Сегодня по презентации я абсолютно согласен с Василием, мне понравилось больше, чем вот такая современная хореография, и правда он сегодня был более каким-то раскованным, чувствовал более комфортно себя на льду. Понятное дело, что программа в начале сезона или в конце сезона абсолютно две разные истории. Все приходит со временем, когда ты уже сделал огромное количество всевозможных прокатов. И вот стартовый четверной флип, и по заходу, чтобы не сглазить, я прям видел, что он не попадает в нужный ему ритм. И я как будто бы, скрестив пальцы, надеялся, что он сейчас будет тащить. Да, все-таки он вытащил, не упал. Молодец. Затем четверной лут, тройной тулуп. Попал хотел в ритм, бы еще раз посмотреть четверной лут, и все было нормально. Показалось, что немножко был недокрут на четверном луте. Во второй части.
Но вот судьи не находят недокрут. На А каскаде мы 4-3. не можем не радоваться этому факту. Конечно. Вот сегодня он с таким пониманием, с такой вот проникновенностью, образом представлял свою короткую программу. И мы сейчас видим все вращения 4-го уровня, дорожка лишь 2-го. И на Магнитогорском турнире она была 3-го. То есть здесь вот по шагам, то есть он, получается, чуть-чуть уступил уступает, да. сам себе. И набирает 88-88. Красивый номер. Бесконечность. Да, меньше, чем он набрал в Магнитогорске на 6 баллов. Ну, это и объяснимо. Ну что ж, Закончилось. да, Можно закончилась выдохнуть. это в кавычках трагедия. Но правда, для нас, конечно же, очень важно и наша мечта наблюдать и комментировать абсолютно чистые прокаты. Но вот такие короткие программы здесь случились в Красноярске. Я надеюсь, что завтра будет абсолютно все по-другому. Лучший среди мужчин-одиночников на данный момент уже под градом вопросов Максима Тронькова, потому что он сейчас в Кисенкрай. Вот и закончилась короткая программа у мужчин здесь, в Красноярске, где проходит второй этап Гран-при России по фигурному катанию на коньках. После первого вида программы лидирует Николай Угожаев. Сегодня не все получилось. Давайте же спросим у Коли, как ему его сегодняшнее катание и атмосфера на арене в Красноярске. Катание, хуже, чем в Магнитогорске. Первый прыжок у меня не очень хорошо получился, но дальше вроде собрался, все сделал. А атмосфера здесь всегда шикарная. Одна из моих любимых арен. Может быть, самая любимая для выступления. Понятно, юбилейная еще в Питере, домашняя. Но вот из всех выездных арен, наверное, это самая любимая. Коль, расскажи, что пошло не так на этом первом прыжке? Почему не получился выезд? Ты уже проанализировал? Или, может быть, тренер тебе уже сказал ошибку? А вот я вот сейчас смотрю, показывают. Видите, как ноги у меня просто распластались чуть-чуть. Вот и все. Вот и вся ошибка. Просто ноги разболтались. А ты следил за выступлениями своих соперников? Потому что сегодня не у всех, точнее, почти ни у кого не получилось откататься чисто. Так, не следил, скорее послеживал, чтобы не пропустить свой выход. Так, знаю, что как-то сегодня не очень вроде у всех шло. Такого вот у Миши Полянского хороший чистый прокат получилось. Как ты думаешь, почему сегодня у мужчин такие короткие программы неудачные? Я-то откуда знаю, я только про себя могу сказать, что первый прыжок. А про остальных-то я что могу сказать? Я же не знаю, что у них в голове, что они думают о чем, не могу сказать. Ты блестяще откатал на своем первом этапе короткую программу в Магнитогорске, был лидером, но в произволе не все получилось. Только на 3-м месте ты оказался по итогам 2 видов. Какие планы на этот турнир? Опять лидерство. Держишь в уме прошлый турнир? Нет, уже отпустил. Было и было, забыли. Постараюсь просто забить там на усталость, на баллы, просто на максимум откататься. Все. На чем будешь делать завтра акцент? На всей программе, не каждый элемент, на каждом элементе, на каждом переходе, на всем. Как будешь отключаться от короткой программы, готовиться к произвольной? Может, у тебя какие-то ритуалы есть, поспать, сериал посмотреть? Сейчас приду, хорошенечко, вкусненько поужинаю. Потом, наверное, с парнями посидим. Просто посидим, пообсуждаем что-нибудь, посмотрим что-нибудь, потом в душик, и можно спать часов в 11-12. Со сном в Красноярске не у всех все получается. Ты хорошо спал? Климатизация присутствует или нет? Пока не чувствую. Я, в принципе, первый день заснул в 12, проснулся в 9. Сегодня уснул в 12, проснулся в 9:30. Так что я сразу перестроился и все уже. Привык ко времени. У меня ощущение, что ничего не поменялось с Питером. Да, формально разница 4 часа. Привык быстро. У тебя сразу же 2 этапа первых. И, в принципе, потом большой перерыв до чемпионата России получается. Есть какие-то планы на этот период? Может быть, где-то выступить еще хочешь? Думаю, перед чемпионатом России надо выступить.
Там есть, по-моему, финал Кубка Санкт-Петербурга. Надо там будет выступить, чтобы совсем уж большого перерыва не было между соревнованиями. Ну тогда всем болельщикам записываем, где будет Коля. Он будет на финале Кубка Санкт-Петербурга. Ну, если он до чемпионата России, я все правильно помню. Ну а завтра мы его еще обязательно, конечно, увидим в произвольной программе. Отпускаем его отдыхать и готовиться. Пусть этот вечер для него пройдет легко. Забудутся неудачи на первом прыжке, на флипе. И завтра он во всей красе перед нами предстанет и исполнит свою произвольную программу блестяще, как он этого и желает. Ну а вы, дорогие зрители, оставайтесь с нами, оставайтесь на Первом канале. Совсем скоро на лед выйдут спортивные пары, которые я вместе с Василием Соловьевым для вас с удовольствием прокомментирую. И, конечно же, потом пообщаюсь по горячим следам с победителями короткой программы уже в этом виде фигурного катания. До новых встреч!
Уважаемые зрители, через несколько минут на лед выйдут спортивные пары с короткой программой. Уважаемые зрители, мы напоминаем вам, что не разрешается видео и фотосъемка с использованием вспышки, поскольку это может привести к травме спортсменов. Благодарим вас за понимание. Разрешите представить официальных лиц, обслуживающих данный вид соревнований. Старший судья Владимир Захаров, Москва.
Судейская бригада. Судья номер 1 Элина Вагнер, Сочи. Судья номер 2 Татьяна Рашевская, Белгород. Судья номер 3 Регина Трусова, Казань. Судья номер 4 Светлана Ершова, Омск. Судья номер 5 Татьяна Косыгина, Санкт-Петербург. Судья номер 6 Марина Сысцова, Санкт-Петербург. Судья номер 7 Наталья Китаева, Москва. Техническая бригада. Технический контролер Ольга Кожемякина, Москва. Технические специалисты Александр Кузнецов, Москва. Руслана Карева, Москва. На лед приглашаются участники первой разминки. Дарья Андреева, Александр Акимов, Санкт-Петербург. Анастасия Чернышова, Владислав Вильчик, Москва. Валерия Кадыкина, Даниил Бутенко, Москва. Алиса Блинникова, Алексей Карпов, Санкт-Петербург. Разрешена разминка. Итак, второй этап чемпионской серии Гран-при продолжается. Второй этап чемпионской серии Гран-при России по фигурному катанию на коньках в Красноярске продолжается. Это соревнование спортивных пар. Сегодня они завершат этот удивительный, очень напряженный, очень нервный день. Хотя не во всех видах обстановка была такая нервная, как в мужском одиночном катании, но мужчины сегодня превзошли сами себя по драматизму турнира. Комментировать соревнования спортивных пар для вас будут Василий Соловьев и Максим Троньков. Приветствую еще раз сегодня. Мы целый день пересекаемся во всех коридорах, но тут, сейчас, на комментаторской позиции, мы вместе и сосредоточены на том, что будет происходить с 8 парами, которые будут выступать в парном катании. Да, здравствуйте к тем, кто только присоединился к нашей трансляции. Парное катание, моя родная дисциплина. Постараюсь помочь вам разобраться в тонкостях этого вида фигурного катания. 2 пары из группы Великовых будут выступать в этой группе участников. Это Дарья Андреева и Александр Акимов, представлены первыми. И к другой паре мы еще вернемся позже. Сейчас Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик на ваших экранах. Эта пара тренируется в Москве, там, где школой руководят Алексей Тихонов и Мария Петрова. А школа — это «Наши надежды», которой, соответственно, руководит Татьяна Навка. Тренирует их Алексей Меньшиков. Проводят первый взрослый сезон. Они победители первенства России среди юниоров в 2024 году. 2 серебряные медали на 2 этапах Гран-при среди юниоров в Москве и Казани в прошлом сезоне. Вообще они из совершенно разных городов приехали. Анастасия Курган, Владислав Северская, Томская область. Ну вот соединились, как это бывает в твоем любимом виде спорта, когда 2 человека из разных 2 жизней, откуда-то из разных мест соединяются и становятся одним целым на какое-то время, а иногда и навсегда.
представляет группу Нины Мозер. Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко. Это пара из школы вдохновения, где в Москве их тренируют Нина Михайловна Мозер и Виктория Шляхова, которая, в свою очередь, здесь представляет этих спортсменов на турнире. В паре катается всего лишь 1 год. Проводит свой дебютный сезон. Красивая пара такая, изящная. Особенно завтраки. Есть 2 любимых кота. Даниил рисует картины по номерам вместе с любимой супругой Дианы и любит готовить новые интересные блюда. Вместе с этой группой, так же, как вы видели, работает и Анжелика Крылова, призер Олимпийских игр по танцам на льду. И вот эта синергия, которая рождается во взаимодействии 2 разных видов, или 3 иногда даже, она, конечно, бесценна. Такого, мне кажется, вообще нигде в мире нет, как у нас. И еще одни спортсмены из группы Великовых, как я и обещал, Алиса Блинникова и Алексей Карпов. На ваших экранах Василий Великов и Денис Лунин, занимающиеся постановками этих программ. Спортсмен тренируется в знаменитой школе парного катания Сирии Великов. Серебряные призеры финала Кубка России среди юниоров, бронзовые призеры первенства России среди юниоров, чемпионат Санкт-Петербурга прошлого года. Ну вот, у каждой из этих пар своя насыщенная история и история взаимоотношений в том числе. Мы на прошлом этапе с Максимом, когда смотрели соревнования пар, то, конечно, почти как сегодня в мужском одиночном катании хватались за голову, что никто не мог исполнить прыжковые элементы, ни одна пара во взрослом катании. И это, конечно, всегда расстраивает. Хочется чего-то чистого, высокотехничного и увлекательно эмоционального, но не всегда так складывается. Но пожелаем спортсменам удачи. Пусть сегодня красноярский лед хотя бы в завершении дня будет легким, я не знаю, как сказать, еще пушистым, До может быть. окончания разминки осталась 1 минута. Гладким, Василий. Лед должен быть гладким. Гладкого льда мы желаем нашим спортсменам всегда. Ну вот, видишь, Только гладкого льда. Докопались до сути. Если обратить внимание на разминку, то что бы ты прежде всего сказал о настроении сейчас? Ну, на некоторые пары мне, в принципе, интересно посмотреть, понаблюдать за ними, потому что я впервые вижу некоторых ребят и вот в этих сочетаниях партнерских. И, в принципе, интересно и за юниорами вчерашними понаблюдать. Я в данном случае говорю о Анастасии Чернышовой и Владиславе Вильчике, конечно же. Знаю, что им помогают и Мария Петрова, Алексей Тихонов. И хочется Алексея поздравить с днем рождения. Вчера был день рождения у Алексея. Надеюсь, что ребята как подарок подарят ему чистую короткую программу. Разминка окончена. Да. Совсем скоро начнутся наши соревнования. Вообще у нас 3 праздничных дня. Вчера Алексей Тихонов, сегодня Татьяна Татьмянина, завтра Евгений Плющенко. Все у нас расписано по дням в Красноярске. Александр Акимов, Санкт-Петербург. Бронзовые призеры этапа Кубка Санкт-Петербурга, серебряные призеры чемпионата Санкт-Петербурга, призеры чемпионата России по прыжкам Дарья Андреева и Александр Акимов. Оригинальная программа под пение немца Тома Гёбеля о борьбе за возвращение своего места в этом суровом мире. Could I be someone I once was meant to be? Only someone I'd like myself to see. Now there's nothing, and nothing is all that's here to stay. Only moments, memories passed away.
I was someone until the days where right went wrong. Now I'm no one, stripped from the place that I belong. As the time flows, it's harder to keep the pain inside. Hear the wind blow, nothing is left to hide. Show me the world I am craving. Fortunes unfurled and I'm saving. I've waited too long to be waiting in vain. Right to the top of the world, see me crawling for all the vows never heard. I'm not falling, though there's nothing more. Still I'm coming for my crown. I'm taking my Дарья Андреева, Александр Акимов. Элегантная очень пара и программа им под стать. Не получилось здорово открыть соревнования спортивных пар. К сожалению, была допущена в этой программе ошибка в самом начале программы. Но дальше собрались и показали свою программу и свои элементы на максимум возможного на сегодняшний день. Мне кажется, они видят в этой программе какую-то такую красоту взаимоотношений, историю любви, которую рассказывает певец. Что-то такое элегантное из прошлого века. Я имею в виду не в плане катания, а в плане истории рассказанной, персонажей. Да, действительно, интересная композиция, интересный выбор музыки. Не слышал я раньше где-то на ледовых аренах, да, такого сопровождения. Вот мы видим ошибку, раскрылась за полоборота партнерша во время исполнения тройного тулупа. Получился только двойной, на ход вперед, конечно, много потеряют они на этом элементе. Подкрутка неплохо была выполнена, не на высокий уровень, только второй. Ну вот выброс на одну ногу, все четко. И даже получают небольшую надбавку за этот элемент. Очень интересный переход в поддержке. Тодос назад внутрь. Выполнен был тоже на первый уровень всего лишь. Есть над чем в плане техники этой паре работать, зачем последить. Ну вот ты любишь вступать в дискуссию с судьями, но здесь ты сразу тоже разглядел первый уровень или все-таки думал, больше будет? Честно говоря, я сразу же видел, да, что высоко наценен не будет, потому что ни количеством оборотов, ни положением низким похвастать нельзя было. Плавающий такой был Тодос, и взяли только один оборот в позиции. Ну, выложились. Это все ребята нюансы. Этому прокату. Отдали всех себя. И получают за него 53,53. Короткую программу представляют Как уже отмечал Максим, первый взрослый сезон проводят призеры многочисленных юниорских соревнований Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик. Она из Кургана, он из Северска, но теперь в Москве. Юниоры вообще катаются замечательно, иногда даже лучше взрослых, поэтому пожелаем ребятам, чтобы вот этот переход в новый статус прошел безболезненно. Их тренер Алексей Меньшиков в группе Петрова и Тихонова школы «Наши надежды».
выступают по-королевски, как того требует музыкальная тема. So divine, wake again in paradise, crowned in glory, fear no more, winter's misery, or the coming war. He's understanding forever. May you reign. He's understanding Gloria regarding peace and understanding forever. May you reign forever. May you reign. Мощная такая пара, и программа серьезная. С таким чувством они ее катали, и, как вы видите, к концу абсолютно расклеились на параллельном вращении даже. Да, пара очень красивая. Высокий, статный партнер. Партнерша ему под стать. То есть выглядят прекрасно. Классический такой российский дуэт. Хорошо подобранные партнеры друг другу. Но тоже дебют не совсем удался сегодня. Хотя слышим, как кричат молодцы. С трибун Дворца спорта «Кристалл» в Красноярске поддерживают ребят зрители. Но сами, конечно, они понимают, что не совсем они сегодня молодцы. У них был в протоколе обозначен прыжок двойной аксель. Они пошли на тройной сальхов, на усложнение. Ну, я думаю, что это еще протокол юниорской их программы старой, поэтому там двойной аксель значится, потому что это обязательный прыжок у юниоров. А вот на наших экранах тройной сальхов и находят недокрутик здесь небольшой судьи на этом прыжке. Я думаю, что это у партнерши. И вот падение с выброса. Флип, к сожалению, не украсила эту программу абсолютно точно, но и по оценкам тоже сильно ударит. Так, классные поддержки, когда высокий партнер. Всегда здорово смотрятся силовые элементы. Тодес тоже первого уровня поставили здесь технические специалисты. Да, к сожалению, вращение сорванное, но не позволит ребятам занять, наверное, высокую позицию после короткой программы, потому что просто без оценки останется этот элемент. Не была зафиксирована позиция.
там бывает пересматривают, но Пересматривают, все но равно там нечего было брать в этом вращении. там, К сожалению, технической бригаде при всем желании не найти было ни одного уровня. Да, так 0 и остался. 55-59 их результат. Совсем не тот, который ожидали. Соревнования продолжают Валерия Ходыкина. Ученики Нины Мозер и Виктории Шляховой из Московской школы вдохновения. Довольно новый дуэт. Валерия Ходыкина и Даниил Бутенко. Сегодня их второй совместный старт. Единственная пара, кто в короткой исполняет тройной Ридбергер, по крайней мере, так заявлено. А катаются они под грозную и напористую музыку из «Ведьмака». Молодцы. Валерия Ходыкина, Даниил Бутенко. Прям прекрасный дебют для этой молодой, такой элегантной пары. У них немножко другая комплекция, чем мы привыкли в парном катании. Такая высокая, изящная партнерша и не очень высокий партнер. Но вот как это влияет на то, как они исполняют элементы. Ну, вообще здорово ребята катаются. Я их поздравляю с таким дебютом. Классная пара получилась. Даниил долго искал ту самую партнершу, которая бы ему подошла. Много сменил тренерских групп, школ московских. И вот, наконец, нашел Валерию Ходыкину, которая сестра Дениса Ходыкина, нашего призера чемпионатов Европы, чемпиона мира среди юниоров в парном катании. То есть двоюродная сестра, и у Дениса теперь тоже продолжает в парном катании славить эту фамилию. Молодцы ребята. Классный был подкрут.
высокий, 3-го уровня. И вот посмотрите, это сложный прыжок. Это для парного катания не все его исполняют. Ридбергер в короткой программе пошли на риск. Молодцы. Выброс тоже был прекрасно выполнен. По поводу разницы в росте, кому-то это помогает, кому-то не очень. Поддержка, например, видно было, это самый такой элемент был в программе неэффектный, потому что тяжело довольно она была выполнена. И оценена она, в принципе, тоже уровень там потеряли спортсмены. Слетела она с 4-го уровня на 3-й. Поэтому партнерша обычно вот подбирается так, чтобы была не выше плеча партнеру. Классически у нас в российском парном катании, в советской школе. Вот. Но сейчас очень часто уже спортсмены отходят от этого правила, и эта пара тому подтверждение. И здорово катаются. А Тодос пересмотрели, был 2-го уровня, стал вообще 3-го у технической бригады. И они получают 62 балла, 72 сотые. И пока что находится впереди всех. Еще одна пара из школы Великовых. Алиса Блинникова и Алексей Карпов. На прошедшей неделе не так-то просто им далось выступление в Магнитогорске. В юниорах пара много медалей получала, во взрослых пока только подбирается. Фрэнк Синатра поет «Everybody loves somebody», и с этим трудно не согласиться. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Someone like you. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? It turned out so right for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Алиса Блинникова, Алексей Карпов. Вот такой вот программа дает такое настроение, как будто
очень спокойное, красивое такое катание, практически бальное, да, никакого напряжения. И музыка так плавно еще растворилась где-то. Мы потанцевали, и все закончилось хорошо. Но на самом деле насыщенная была программа, и много чего нужно было спортсменам сделать. И, судя по уровням, даже со многим справились. Да, наблюдаем мы эту пару уже второй к ряду этап Гран-при. И в Магнитогорске ребята тоже шикарно откатали эту короткую программу. В произвольную у них, к сожалению, не получилось, а вот в короткое уже видно, что вкатано, наработано. Очень хорошего качества элементы были сегодня выполнены. Может быть, даже будет лучший результат в сезоне. Сразу же на втором старте подкрут. Немножко коснулась партнера на приземлении партнерши. Этого делать. Лучше этого не делать, чтобы получить уровень 4. Сегодня только уровень 3 из-за вот этого касания. Выброс высоченный, шикарный флип. Параллельный тройной тулуп. Можно чуть-чуть поближе, но в целом классно. Одинаковый отрыв, одинаковое приземление одновременное. Красивое положение, сложное партнерши в воздухе при исполнении поддержки. Но дали только 3-й уровень. Да, потеряли черту одну где-то по дороге. 3-го уровня Тодос. Но в нынешних мерках это уже даже, можно сказать, неплохо, потому что очень строго стали судить эти элементы технические бригады. Наблюдаем второй турнир, и не так-то просто получить 4-ку, казалось бы, не на самом сложном элементе. Хоть и в разнобой сделали заключительное вращение, но чуть-чуть, не сказать, что в разнобой. Ну так чуть-чуть совсем, разошлись, да. но 4-й уровень все-таки техническая бригада зафиксировала. И они получают 64 балла и 75 сотых. На данный момент первое лидирует. На лед приглашаются участники второй группы. Александра Байкова, Дмитрий Козловский, Санкт-Петербург. Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков, Пермский край. Анна Москалева, Артем Радзянов, Санкт-Петербург. Таисия Щербинина, Артем Петров, Пермский край. Разрешена разминка. На очень высоких скоростях прошли соревнования в первой группе участников в короткой программе у спортивных пар. Первыми выступать в этой разминке будут Все было Александра достаточно Байкова очевидно и, я бы даже сказал, вот так вот осязаемо, особенно здесь, на стадионе. Потому что вот обратил внимание Максим, ваше внимание, когда там, поддержка, например, у одной пары она была чуть менее эффектная. Потом следующая пара выезжает, и на стадионе прям видно, насколько скорость у них на старте выше. Предыдущие спортсмены так прям затормозили во время подъема. И вот это я к чему? Если вы в Красноярске, приходите на стадион, потому что здесь видны такие нюансы, которые вы никогда в жизни не увидите по телевизору. С другой стороны, как мы сидели и разговаривали с Алексеем и с Михаилом и видели некоторые крупные планы у спортсменок, прям поражались тому, какие красивые картинки рождаются в таких мощных соревнованиях, конечно же, на телевизоре. На ваших экранах Станислав Морозов, который тренирует пары в школе Этери Тутберидзе. И, в частности, здесь он представляет, выводит на лед Александру Байкову и Дмитрия Козловского. Это самая опытная здесь пара, самая мощная, самая скатанная. Ну, наверное, абсолютные претенденты на лидерство. И очень интересную работу они проводят вместе.
со Станиславом. Мы с нетерпением ждем их проката. Екатерина Чекмарева, Матвей Немченков. Это уже Пермский край. И здесь две пермские пары, которые тренируют Павел Слюсаренко, Егор Закроев, Татьяна Тудвасева. Пропустили предыдущие сезоны за травмы партнерши. И это будет очередное возвращение здесь, на этом турнире. У нас несколько возвращений, мы за ними пристально следим и искренне желаем спортсменам войти в соревновательную Короткая программа Екатерины и Матвея поставлена под песню «Бум-бум» в соревновательное состояние как можно быстрее. У Екатерины есть сестра, Анна Москалева, Артем Родзянов из Санкт-Петербурга тренируются у Артура Минчука. Это уже, в свою очередь, дебют во взрослых соревнованиях. Они выигрывали юниорскую серию Гран-при, в том числе на этом стадионе. И, между прочим, на тот момент они катались всего лишь 4 месяца. Раньше Артем тренировался в группе олимпийского чемпиона и твоего самого большого друга Федора Климова. Но вот иногда затейливый путь приходится пройти спортсменам для того, чтобы найти друг друга, встать в пару и стать единым целым. Найти тот самый ритм, о чем в прошлой трансляции говорил как раз Максим, что самое сложное — это найти тайминг, ритм общий, чтобы вот было не разорвать, не отличить. А все остальное придет уже на тренировках. Ну и в завершении и этой группы, и этих соревнований, и сегодняшнего дня Таисия Щербинина и Артем Петров. Вторая пермская пара, вторая по списку, но не по значению. По значению пусть расставят все по местам соревнования. Еще один дебют на взрослом уровне. Серебряные призеры первенства России среди юниоров 25 года. Ну и примечательно, конечно, то, что Таисия совсем недавно была одиночницей. И, как она сама рассказывает, какие-то были интересные ощущения. То, что на российско-китайских молодежных играх вот только-только она выступала, получила призы как одиночница. И через короткое время приехала уже в парах и снова стала победительницей. Это здорово. Сегодня в соревнованиях мужчин там Миша Коляда обратил внимание, что одному из одиночников предлагают переходить в пары, а он сопротивляется, потому что вот еще умеет прыгать. То есть вроде как круто остаться одиночником. А мы вот, я уже не стал вступать с Михаилом в дискуссию, а мы с тобой обсуждали в прошлый раз, что прыжковые элементы — это такая вещь, в которой нужно развивать и в парах тоже, хотя это намного сложнее координационно, потому что особенно партнерше нужно то в таком наклоне, то в таком состоянии крутить обороты, но за ними, мне кажется, за этими прыжковыми элементами будущее, потому что, ну, что там все прыгают? Двойные аксели, ну, флип максимум, тройной, а надо прыгать четверные, вот тогда... И вот тогда Максим на меня как на сумасшедшего смотрит. Да нет, почему? Раньше вы еще есть у нас, совсем открою недавно секрет, не могли себе представить, что столько одиночники будут четверные прыгать. Открою секрет. Буквально на минувшем этапе ко мне подошла одна из фигуристок и попросила и сказала: в парное а вот катание. если вы мне найдете партнера с четверным, я бы попробовала. Вот. Поэтому уже об этом, раз уже об этом идут разговоры, раз люди об этом задумываются, то почему нет? Может быть, в каком-то весьма обозримом будущем мы увидим и параллельный четверной прыжок или параллельный аксель три сменные оборота. Видишь, а так как мы с тобой об этом говорим в эфире, то когда это случится, все скажут: ну вот, они как в воду глядели.
Разминка окончена. Выступление На лед группы выходят самые опытные спортсмены этого турнира в парном катании. Александра Байкова и Дмитрий Козловский. На их стороне скатанность, включая прошлогоднюю программу «Бэнк-Бэнк» и выдающийся технический потенциал. На льду хрустальный их тренирует Станислав Морозов. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play bang, bang. I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you. Ох, ну вот это пресловутая скатанность, о которой мы говорили, и диалог прямо перед нами. Ну так в нашей комментаторской позиции расположена. Пары делают подкрутку. И когда он поставил партнершу на лед и взял ее за руку, и он смотрит ей прямо в глаза, и она на него смотрит. Вот кто еще из спортсменов сегодня сделает так в подкрутке, чтобы был такой диалог в этом сложнейшем многооборотном элементе. Да, действительно, классный прокат, абсолютно сложившийся дуэт, титулованный, мощный, взрослый. Видна вот эта разница, этот лоск, как отработаны элементы. Поздравляю я и Стаса Морозова, конечно же, с этим прокатом. Ради этой пары вернулся в Москву. Стал вновь тренировать на высоком уровне. Практически 10 лет, наверное, мы его не видели так на крупных турнирах. С того момента, как закончили мы с Татьяной свою спортивную карьеру.
И долго мы с ним разговаривали по телефону, общались, спрашивал он, стоит мне, не стоит возвращаться. И все-таки здорово, что он вернулся, здорово, что он есть, работает и помогает ребятам развиваться. Хороший прокат, рабочий, не скажу, что блестящий, рабочий, хороший прокат. Видим, вот здесь немножко на Сальхове Саша поборолась. Немножко не дошла до ножки, но здорово сделала. Подкрутка 4-го уровня, я думаю, вопросов здесь не должно возникнуть. Ловля четкая, шпагат был. Взгляд какой меняется. выброс шикарный. Шикарный выброс. Приземление. Посмотрите, что отличает пару. Вот он, лоск. Продала элемент, что называется. Показала четкий выезд. Долго в нем постояла. Выдержала вот эту паузу. И получила те самые надбавки. Тодос 4-го уровня тоже наконец-то. Первый Тодос за сегодня на 4-й. Параллельное вращение было очень хорошо выполнено. Параллельно, четко. Тоже 4-й. Вот здесь ошибка на дорожке. Потеряли блок. 3 шага должно быть на одной ноге исполнено друг за другом. И вот скобка последняя у Саши не получилась. Споткнулась и только на 3-й уровень дорожка. Ну как только? Для кого-то 3-й уровень это достижение. Но здесь для ребят, наверное, скорее потеря. Но это единственный элемент, который у них не 4-го уровня. Да. И единственная вот помарочка ощутимая. Помарочка, ты правильно сказал, не ошибся. Я уже выучил это слово помарочка еще 30 лет назад в школе. Александр Байкова и Дмитрий Козловский получают 78-55. Поздравляем их с этим результатом и ждем, что будет дальше. Короткую программу представляют... Возвращение на соревновательный лед призеров чемпионата России Екатерины Чекмаревой и Матвея Янченкова. Прошлый сезон практически весь был пропущен из-за травмы партнерши. Пермская пара тренируется у Павла Слюсаренко, Егора Закроева и Татьяны Тудвасевой. Их программа не только формально новая, но и по сути. Катаются под музыку группы «Цвай». Настроение, энергия, динамика, энтузиазм. «Я собью тебя с ног» поется в композиции. Right off of your feet. Boom, 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 boom. I'm gonna shoot you right down. Bang, 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 bang. Right off your feet. Boom, 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 boom. I'm gonna shoot you right down. Bang, 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 bang. Knock you off of your feet.
Это должно было быть эпичным возвращением после травмы для Екатерины Чекмаревой и Матвея Янченкова. И так оно, в принципе, было. Классная программа, невероятно амплитудные элементы. И такое бывает. На прошлом этапе только я рассказывал о том, что в парном катании есть такая присказка, что каждый однажды должен упасть с Тодоса в своей жизни. С вами уже это произошло, ребята. Дальше катайтесь, не бойтесь. Больше такого не случится. Как здорово шла программа Вообще, до этого момента. Прямо не передать словами, на какой скорости, какая амплитуда у элементов. Шикарный параллельный прыжок, выброс, подкрутка. Ну, все сложное уже сделали. 4-й уровень дорожки. Как ведет партнершу Матвей. Молодец. Почему пары падают на Тодосах? Что происходит? Тодос делается за счет натяжения, создаваемого между партнерами. То есть нужно создать натяжение между друг другом. И иногда так бывает, что кто-то кого-то утягивает. Иногда бывает, можешь попасть вслед. Разные бывают ситуации. Не самый сложный элемент. Он очень трудный для обучения. То есть научиться его довольно сложно. Просто не самое комфортное положение, особенно у партнерши. А потом, в принципе, спортсмены не особо даже внимания ему уделяют. То есть если есть он 4-го уровня, ты его только в программе, в принципе, тренируешь. И все, в прокатах. Но вот такое бывает. Малейшая потеря концентрации в парном катании, это может стоить очень дорого. И сейчас мы видим, что без элемента ребята остаются. Это техническая программа. Здесь нужно сделать все элементы. И желательно на максимальные уровни. И, конечно, когда теряется... По крайней мере, Тодос не травмоопасный вид, не травмоопасный элемент. Да, тоже можно с него хорошо, упасть. И коньком попасть в партнершу. Вот, вход в Тодос. Вылетает конек у Матвея опорной ноги. Не удержал ребро и слетел. Могли набирать очень хорошую сумму баллов. Действительно, выдающийся просто какой-то прокат. Но 2 дедакшна, так называемых, минус 2 балла за падение. Они могли набрать примерно сколько лидеры. Ну, за малым отставанием, потеряли здесь баллов 8-то уж точно. Потрясающее напряжение. Соревнования продолжают Анна Москалева и Артем Родзянов на льду. В свое время пара очень резко стартовала в юниорах, почти сразу взлетела на пьедестал. И именно здесь, в Красноярске. Вот сейчас ученики Артура Минчука и Николая Морошкина уже взрослые. Взрослые и песни Бруно Марса, под которые они катаются. Все о любви, о непростых взаимоотношениях, достойных «Сумерек». Love you so, hey, that's what you say. You tell me, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run away, baby. The fire from my spell on you. You better get away, darling. 'Cause everything you heard is true. You pour me the heart, put it up alone. 'Cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby. If you ever leave me, baby, leave some morphine at my door. 'Cause it would take a whole lot of medication to realize what we used to have, we don't have it anymore. There'll be no sunlight if I lose you, baby. There'll be no clear skies if I lose you,
когда я произношу в эфире, что я такого никогда в жизни не видел, то обычно Максим Троньков всегда парирует. Нет, но я-то видел и не такое. Но я так понимаю, что сегодня, если я скажу, что я такого не видел никогда, это тот случай, когда ты меня поддержишь. Абсолютно точно. Не понимаю, что происходит сегодня с парным катанием. Второе падение с Тодоса подряд. И третье за 2 турнира. Такого я действительно не видел не то что давно, да никогда. Взрыв какой-то. Но я вот единственное не понимаю, это у нас здесь сегодня такая обстановка нервная, акклиматизация или что? Или вообще, учитывая то количество помарок, особенно в прыжковых элементах, которые мы увидели за 2 последних турнира, это что? Может, тенденция какая-то или магнитные бури? Я не знаю, мне сложно это объяснить. Мне сложно объяснить ошибки именно вот на прыжках в коротких программах. Но это первым элементом, вторым зайти, прыгнуть прыжок. Понятно, произвольное напряжение, много элементов, концентрация в произвольной объяснимо. Но когда в короткой прыжки не прыгаются, причем не самые сложные, сальто, тулуп, конечно, выброс был сумасшедший. Конечно, для меня это остается загадкой. Выброс шикарный. Выброс шикарный. Взлетел выше вот этого вот автомобиля. С хорошим таким ритмом, да, с хорошим выходом наверх. Вот сальто, казалось бы. И такое неприятное падение. Они редко приятными бывают, но здесь еще и болезненные. А здесь вот какой-то другой случай. Здесь уже Тодос почти доделал падение. Но они, ребята, должны получить все-таки уровень за этот Тодос. Потому что он был выполнен, выполнены были обороты, выполнены были необходимые черты сложности, чтобы получить тот или иной уровень. Скорее всего, там 3-й, наверное, будет. Но просто после него было допущено падение. Вот. Здесь у ребят него, будет оценка. На элементе. Да, но у них будет за него какая-то оценка. Они получат за нее, за этот Тодос, там, что-то около 2 баллов, может быть, балла. Он будет все-таки оценен. У предыдущей пары, у Екатерины Чекмаревой и Матвея Янченкова там вообще 0. То есть вообще нет оценки. Анна Москалева и Артем Родзянов набирают 54 балла и на предпоследней позиции находятся. И в завершении еще одна пермская пара, недавно завершившая свою юниорскую жизнь пьедесталом первенства России и перешедшая во взрослые соревнования. Довольно быстро они взлетели, учитывая, что совсем недавно Таисия и вовсе выступала в одиночном катании. Людвиг Ваныч в современной обработке для их короткой программы.
Ну вот, какое завершение. Огромнейшие молодцы. Таисия Щербинина, Артем Петров. Вот это дебют. И как классно, что все-таки парное катание в короткой программе завершается именно таким прокатом. Мощным, четким, выверенным, как у этих юных еще спортсменов. И Тодесом 4-го уровня, как мы видим в протоколе. Очень хорошо. Молодцы. Не могу найти ни одной ошибки у этой пары. Все шикарно. Набираться опыта, набираться лоска и побеждать. Радуются тренеры прокату. Прекрасная партнерша Таисия Щербинина. Я для себя открыл эту спортсменку в прошлом сезоне, когда ребята еще по юниорам катались. Мне очень нравится именно вот в этой паре девочка, настоящий лидер. И красотка. Красотка, да, и ладненькая. Настоящая классическая партнерша. Мы тут ахнули, как перед нами был исполнен выброс. Да. В таком наклоне была партнерша, что не верилось вообще, что она приземлится. Но она выправила. Да, Очень немножко ловкая. назад перетянула партнершу. Но давайте к подкрутке. Подкрутка без шпагата. Поэтому уровень 3. Параллельный тройной сальхов хорошо. И вот он выброс. Отсюда не виден будет этот наклон. С другой точки было видно, где мы сидим как раз. Перед нами прям, да, это было. Ахнули, но как здорово приземлилось. Это тоже говорит о уровне партнерши. Дорожка 3-го уровня. Вырисовывали, старались каждый шаг ребята. И эти ребята тоже старались, вырисовывали каждый шаг. Стадион смеется и аплодирует тренерам за то, как они поддерживали и следили за своими учениками. Да, это то катание, которое мы любим, и то, за что мы его любим. И их результат 72-86. Это немного меньше, чем у Александры Байковой и Дмитрия Козловского. Если можно сказать, что немного, это 5,5 баллов. Но в сравнении с такими спортсменами, как Александра и Дмитрий, это, конечно, совсем немного. И они на второй позиции, а впереди Александра Байкова и Дмитрий Козловский. На этом парное катание в короткой программе на сегодня завершено. Завершены и все соревнования на сегодняшний день в Красноярске на этапе Гран-при России по фигурному катанию. А впереди интервью с лидерами. Максиму Тронькову будет о чем поговорить с этой уникальной парой, которой мы сегодня восхищались на льду. Совершенно потрясающий все-таки накал сегодня подарили нам соревнования. Чувствую легкое, но неудобство, конечно, перед спортсменами, у которых что-то не получилось. Для них это может быть трагедия, расстройство, может быть рабочий момент, не знаю. А для нас, для зрителей, это, конечно же, драма. Драма, за которую мы ценим соревнования. Об этом всегда вспоминается. Это остается в истории. Это то, что обсуждается болельщиками. Максим Троньков в Киссенкрай с лидерами этого турнира Александрой Байковой и Дмитрием Козловским. Долгий соревновательный день завершен короткими программами спортивных пар. Сколько здесь было драмы. Но сейчас не об этом. Сейчас о чемпионах, о тех, кто лидирует после короткой программы. Александра Байкова, Дмитрий Козловский у нас в студии и делятся с нами первыми эмоциями после мощного проката короткой программы. Ребят, поделитесь впечатлениями. Эмоции у нас очень хорошие. Я считаю, что с прокатом мы сегодня справились. Было это достаточно непросто. Сегодня чувствуется, что лед был гладким не для всех. И не только для нашего вида, но в том числе и для одиночного катания. Присутствовала какая-то определенная атмосфера нервозности по этому поводу. Она чувствовалась не только среди спортсменов, но и среди тренеров, среди официальных лиц.
Мы рады, что у нас сегодня получилось собраться и показать приличные элементы. Я могу лишь добавить, что старались очень сконцентрированно заходить на все элементы, все контролировать. И даже когда самые сложные элементы закончились, я по опыту юниорского катания парного поняла, что Тодосы надо следить, дорожки надо следить. У меня была небольшая затычка в дорожке, к сожалению. Но мы устояли, и уже хорошо. Саш, ты поборолась еще и за сальхов, за свой первый прыжок. Скажи, встряхнуло тебя это и сподвигло на то, чтобы такой шикарный флип потом выброс сделать? Ну, наверное, да. Я скорее просто в моменте, когда тройку делала, я подскочила, попала вслед, мне пришлось перепрыгнуть. И я поняла, что если я сейчас не вкручусь, если я это в жизни не прощу, я такая, с всеми силами мы крутимся, а потом просто уже концентрация пришла, я поняла, что все, окей, мы проверили все плоскости, теперь можно спокойненько дальше ехать. Что вам говорил, как напутствовал вас Станислав Александрович перед выходом на лед? Никак. У нас есть договоренность, что мы выходим и катаемся. Мне кажется, что Макс, ты должен это знать, что Станислав Александрович не любитель давать какие-то наставления перед прокатом. Мне кажется, об этом можешь рассказать намного больше, чем мы. Ну, а после проката? После проката он, как обычно, так сурово, грозно кивнул, сказал, есть над чем работать. Давайте поговорим о дне грядущем, о завтрашнем, о произвольной программе. Ждать ли нам четверного выброса, коронного уже твоего элемента? И вообще, как настрой? Настрой прекрасный. Да, я думаю, что выброс будет. Ну, мы все это увидим завтра. В планах он есть. Как будете восстанавливаться после короткой программы? Как готовиться к произвольной? Может быть, откроете тайну? Какая-нибудь традиция у вас есть? Ну, у нас достаточно удобное расписание здесь, в Красноярске. Оно позволяет жить абсолютно по московскому времени. Я спокойно ложусь спать в 4 утра. Просыпаюсь в 10, иду завтракать. В общем, у меня такой обычный московский режим. Я думаю, сегодня будет точно так же. Не вижу смысла перестраиваться. Да и вообще, на самом деле, я могу сказать, у нас здесь немножко необычная ситуация. Обычно произвольные программы в понедельник мы не катаем, как и короткие воскресенья. Но ввиду праздников, ввиду особого такого расписания, у нас здесь такая нестандартная ситуация. Но ничего, мы относимся к этому как к обычному рабочему формату. Вы частенько выступаете в Красноярске. Почему? Любите этот город? Или хорошие воспоминания о нем у вас? Воспоминания у нас здесь, по-моему, прекрасны. Да, на самом деле мы очень любим Красноярск и как город, и так и арены. Здесь 2 арены. Мы выступали и на Кристалле, и на Платинум. Конечно, Платинум для нас она прям вообще особенная. 2 чемпионата России, да, и оба были выигрышны для нас. Но и Кристалл-арена, например, хранит воспоминания о олимпийском сборе. И мы всегда очень рады сюда возвращаться. И тут впервые за нашу 7-ю поездку в Красноярск у нас с Димой получилось погулять по городу. Мы наконец-то выбрались в центр, и нам очень-очень понравился этот город. Очень красивый. Очень классный, очень приятный город, абсолютно прекрасные, замечательные люди. Мы каждый раз с удовольствием приезжаем в Красноярск и прекрасно проводим здесь время. Действительно, сибирское гостеприимство, что уж тут говорить. Наш день подошел к концу. Ребята здорово выступили в короткой программе. Пожелаем им такого же уверенного проката и в произвольной. И я себе пожелаю вновь с ними здесь увидеться и поболтать уже после произвольной программы. Обязательно смотрите трансляции фигурного катания на Первом канале. С вами был Максим Троньков и Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. До завтра.